Всем привет. Всем привет. У нас где-то 7 лет назад вышла игра на PlayStation 4. Называется она Until Dawn. Но пока я так понял, то что она не собирается портироваться, поэтому мы ее будем проходить, собственно, на оригинальной консоли. Так вот, новая история. Поехали. Да, продолжить. Эффект бабочки. Ну, как обычно. Сегодня невесомая бабочка взмахнет крыльями, а через неделю то вдуновение воздуха превратится в разрушительный ураган. Окей. Любое решение может кардинально изменить будущее. Но Supermassive Games у нас, по-моему, каждую игру об этом предупреждает. Ваши действия могут повлиять на развитие сюжета. Мгм. Ваша история является одной из многих альтернатив. Но нам будет дано 10 персонажей, и посмотрим, сколько мы сможем спасти. Тщательно взвешивайте каждое решение. Хорошо. Уже домик такой зловещий. Обалдеть! Ты правда на это решилась? А вам не кажется, что это слишком жестоко? Да брось, она это заслужила. Разве она виновата, что запала на А Майка? с какой стати она на него вешается? Я просто защищаю. То есть типичное кино про подростков. Фильм ужасов, скажем так. Если он президент класса, это не значит, что он принадлежит всем. Нет, Энни, я ничей парень. Конечно, конечно, милый. Стандартные характерные персонажи. Пришла? Майк? Майк? Это Ханна. Хана? Эй, кто это там? Папа сказал, на выходных мы одни. Джош! Джош! Угу. Все, пошел геймплей. Геймплей пошел. Итак, у нас два товарища вырублены, да? Они просто пьяные спят. Ну, давай будем смотреть, обходить. Так, текущее задание. Узнайте, чем занимаются остальные. Черты характера, значит, у нее. Ну, понятно. Пока прям ничего такого выдающегося нету. Эту игру я уже проходил, как бы. Но это было очень давно, я проходил ее по выходу. Поэтому некоторые моменты и как кого спасать я не помню. Так, чтобы осмотреться, перемещайте правый джойстик. Если объект светится, его можно осмотреть. Хорошо. Вот, тут у нас два предмета светятся. Давай их посмотрим. Угу. Ну, так же, как и во всех играх Supermassive Games, у нас Ну можно ты взять даешь. предмет и покрутить его. Да, братец, ты как всегда отличился. Чуть позже эта студия у нас создаст антологию игр Dark Pictures. Вот, и уже 3 игры по ней вышло. Осенью ждем 4-ю. Это, скажем так, ее
Ну, что-то вроде первой поделки. Удерживайте R2, чтобы взять записку. Хорошо. Крутим. Так. Написано. Ханна, ты такая сексуальная в этой майке. А без нее, наверное, еще лучше. Приходи в 2 часа ночи в комнату для гостей. Майк. О, Господи. Ну что там опять с нашей наивной сестренкой? Твоя записка. Рад, что ты пришла. То есть у нас друзья решили прикольнуться и вот эту Ханну позвали навстречу в комнату. А сами спрятались поснимать. То есть начать потихонечку. Видосики запилить. Ну, с поцелуев. А там как пойдет. О, да, детка. О, Господи. Татуировочка. Она раздевается. С бабочкой, обращаем внимание. Господи боже. Мэтт? Что вы здесь делаете? О, Ханна. Прости, Ханна. Нет, стой. Нехорошо Майя, вышло. просто такая глупая шутка. о, черт. Вот вы подонки. Вы все. Ханна! Мораль такова. Не раздевайся раньше времени. Выбирайте правым джойстиком. Что? Осмотреться, да? Значит, у меня два варианта. Либо разбудить Джоша, либо найти друзей. Джош в повалку пьяный спит. Давай друзей найдем. Ребят, там кто-то ходит. Что за хрень? Девчонка выбралась на мороз. Что такое? Убежала Куда это она на пошла? улицу. Да она просто шуток не понимает. Мы просто пошутили, Ханна. Что вы сделали? Мы дурачились, Бэт. Ну, пошутили. Да вы дебилы! Ханна! Ханна! Ну, может, догоним? Знаешь что, Майк, тебе она сейчас вряд ли обрадуется. Нажмите правильную кнопку действия, пока не истекло время. Хорошо. Быстро или безопасно? Быстро берем. Сестру быстрее надо догнать, правильно? Идти на шум, идти по следам. По следам. Мало ли кто там может шуметь. Может, животные. Олени. Блин. Боже, твою мать! Да, на шум надо было идти. Что у тебя, Ханна? Где ты? Хотя, кто знает. Сенсорная панель, как показано, хорошо. Позвоните. По-моему, прежде чем бежать, можно было ей позвонить, наверное. Разве нет? Угу. Таким образом, мы пользуемся фонарем. Понял, принял. Ну, как правило, это коридорная игра, так что тут особо мне не разрешат гулять. Не открытый мир. Ищем всякие записочки, тотемы. Они могут повлиять на исход событий. L1. Здорово, Лами. L1, чтобы идти быстрее. Ну, давай, да. Иногда тут они, ну, по-моему, проблема вообще в целом всех этих игр, которые у нас игровые фильмы, то, что у нас очень медленно ходят персонажи. Медленно перебираются по этим, как по лестницам и так далее. Иногда это очень напрягает. Но тем самым, в принципе, разработчики растягивают количество геймплея, часов, я имею в виду. Потому что тогда эти игры можно, наверное, пробежать просто по спидрану, ну, часа за полтора, наверное. Эй! Эй! Да, чуть-чуть притопим тут. Так, первый тотем.
То есть во всех антологиях и так далее, как бы вот этих вот игровых фильмах от Supermassive Games мы собираем разные предметы. Вот в этой игре конкретно мы будем собирать тотемы. В других играх то картины мы собираем, то какие-то статуэтки там, ну, в общем, как-то так. И вот эти вот предметы у нас дают подсказку на будущий исход событий, возможный исход. Возможный только исход событий, а там уж как ты сыграешь. Угу. По свитеру, по-моему, тотем смерти. По свитеру, по-моему, это она падает. Стой. Угу. Ну-ка еще раз. Повтор. Да, это она падает. Бет на горе. Подожди. Секунду. Иногда вот эти вот коротенькие секундные ролики, они иногда помогают разобраться, кого же нам спасать-то придется. Возможно, гибель нашедшего его человека. Представители коренных племен верили в то, что бабочки приносят сны и пророчества. Каждый из тотемов возвещает о каком-то грядущем событии. Сбудутся ли эти пророчества или нет, зависит от того, какие решения вы примете. Каждый тотем приоткрывает завесу над событиями прошлого. Принял. Дальше пошли. По идее, весь геймплей заключается в том, что принимаешь решения, ходишь, записочки читаешь. Ну и тотемы ищешь. Вот, в принципе, и все. Но где-то во второй половине этой игры тут уже немножко даже шутерной составляющей есть. Потом разработчики вернутся к этой шутерной составляющей в игре House of Ashes. Угу. Откуда у нас в лесу может быть огнемет? Вернее, у кого? Ханна! Хоть бы куртку накинула, что ли. Вообще бессмертно. Ханна! Ты же замерзнешь совсем. Вот, держи куртку. Я такая дура. Идиотка. У-у-у. Так, погоня. Сейчас надо будет клавиши прожимать. Телефон потеряла. Кстати, в этой игре еще разработчики не сделали такие поблажки, как упростить геймплей, там нажатие одной клавиши и так далее. Тут пока вот по дефолту будет сложновато, кстати. Ну так, местами. Нет, черт, нет, уйди. Черт, нет. Держись. Эх, сестра выскальзывает. Отпустить. Хрясь. Все нормально, я персонажа не потерял. Это еще не игровые ребята. Вот у нас местный сторитейлер. Прежде чем мы начнем, послушай меня. Очень важно зарубить кое-что себе на носу. Никто не в силах исправить прошлое. Оно нам не подвластно. С этим надо смириться, чтобы жить дальше. Но если ты, в общем, потеряешь какого-нибудь персонажа, то ты можешь просто взять, загрузить и переиграть участок, ну, как правило, большой участок игры. То есть иногда, чтобы спасти одного, нужно возвращаться часа на полтора назад
и переиграть. Но не факт, что у тебя получится. Может быть, ты уже где-то в другом месте до этого сделал неправильный выбор, и ты в любом случае его теряешь. Так что реиграбельность, товарищи. Но это понимание также дарит свободу. Все, что ты делаешь, все твои решения открывают двери в будущее. Помни об этом, когда будешь играть в игру. Каждый твой выбор влияет на твою судьбу и судьбы тех, кто рядом. Итак, ты хочешь приступить к этой игре? Большой шаг. И я буду тебе помогать. Порой эти вещи бывают немного страшными, даже жуткими. Но не забывай, даже если ты влипнешь в совсем неприятную ситуацию, я всегда помогу тебе найти из нее выход. Спойлер. Нет, не поможет он никогда и никак. Он просто будет разводить руками. Ну, типа, ты сам выбрал, ты сам виноват. Крутись как хочешь. Никогда сторитейлеры не помогают в этих играх. Ладно, начнем с простого упражнения. Пожалуйста, переверни карту и посмотри, что на ней за картинка. Опиши свои чувства. Только, пожалуйста, отвечай честно. Это очень важно для достижения эффекта. Эффекта, чтобы тебя напугать. В данный момент игра просто, ну, как бы... Чем же пугать тебя? Ну-ка, давай. Покажи нам, что тебе страшно. Так, ну, у нас тут пугало, дом и огород. Я вот вообще в этой картинке ничего страшного не вижу. Итак, какие чувства вызывает у тебя эта картинка? Но только честно. Радость, тревогу. Да давай радость. Да? Что тут страшного? Кукуруза растет. По-моему, радоваться надо вообще. Радость давай. Хорошо. Что именно в ней самое приятное? Солнце, спокойствие. Странный вопрос, конечно. Ну давай солнце. Солнце? Ясно. А каким словом ты опишешь свое отношение к темноте? Депрессия, страх. Отношение к темноте, ну... Ладно, хорошо, пусть депрессия, страха нет. Что ж, зимние ночи долгие и холодные. Они провоцируют депрессию и чувство одиночества. А эта ночь, когда проходит твоя игра, особенно холодна и темна. Иногда ты будешь чувствовать себя в изоляции от мира. Это тебя не пугает? Нет. Да, а мы не очень-то коммуникабельны, а? Так вопросы у тебя, потому что немного дурацкие. Похоже, что нам с тобой будет о чем поговорить на Естественно. следующем сеансе. А пока Естественно. время истекло. Развлекайся. До скорого. Увидимся, док. Попробую петлять прям на все вопросы, чтобы игра не понимала, чем меня пугать. Хотя это особо, ну, особо это ни на что не влияет. Ну и как обычно, у нас мощный саундтрек в самом начале игры. Well, what is this that I can't see without
Сегодня годовщина ужасной трагедии, разыгравшейся на горе Вашингтон. Риф Энни Клайн вела расследование. Спасибо, что позвали. Скажите, удалось ли приоткрыть завесу над исчезновением девушек? Год назад сестры Вашингтон вышли из дома своих родителей в метель и больше не вернулись. Убийство? Официально нет. У нас есть один подозреваемый, но о его местонахождении ничего не известно. У него был старый конфликт с семьей Вашингтона. Требовал прекратить строительство, заявлял, что это священная земля его предков. На горе сохранилась старая психлечебница. Он может скрывать... То есть, вкратце, сестер этих пропавших не нашли, их просто объявили без вести пропавшими. Вот. Единственное подозрение у них вызывал тот мужик, который протягивал руку, чтобы сестры не упали вместе. Но его тоже особо там как-то не нашли. Вот. И брат, получается, третий ребенок в семье. Этот брат позвал всех остальных участников этого розыгрыша, той самой посиделки роковой, пригласил их обратно в этот дом. Ну, так сказать, почтить память. Вот, в принципе, и весь сюжет. Мои люди обыскали тут все. Девочки не могли бы уйти так далеко. Трагедии не в первый раз случаются на этой горе. И не говорите. Спасибо за рассказ. Трагедии уже Полезным этой были семье, сыну Джошу, в этом районе. спустя ровно год после таинственного исчезновения Ханны и Бет Вашингтон. Ну, здравствуйте, друзья. Так, нет, еще раз. Так, ну что, привет, мои друзья. Неимоверно счастлив видеть вас всех здесь год спустя. Для начала хочу сказать, что безумно рад поприветствовать всех своих дорогих друзей на ежегодных зимних каникулах в Блэквуде. Та-да! Что ж, давайте начнем, пожалуй, с самого, ну, как сказать, самого щекотливого вопроса. Вы все, конечно, переживаете за меня, и всем нам будет нелегко вернуться сюда после того, что случилось здесь прошлой зимой, но я хочу, чтобы вы знали, я очень ценю нашу решимость, и я точно знаю, Ханна и Бет оценили бы то, что мы до сих пор вместе и думаем о них. Я бы очень хотел, чтобы мы все здорово провели здесь время, и пусть эти каникулы будут незабываемыми. Ради моих сестер, ну, в общем, ладно, так. Короче, теперь мы оттянемся как порнозвезды. Поездка будет просто незабываемой. Готовы? Я не думаю, что порнозвезды так и развлекаются. Катаются в загородные дома. Статус обновлен. Глава 1. Дружба. 10 часов до рассвета. То есть у нас типичное начало слэшера годов 90-х примерно, как у нас. Какой-то мужик схватил в руки мачете. Подростки приехали развлекаться. И вот взаимодействуют друг с другом. Так, это Сэм, лучшая подруга Ханны. Упорная, осмотрительная, отважная. Хорошо. Эй! Есть там кто? Сэм, тропа к станции канатной дороги, 21:02. Просто осмотреться, да?
Обучение. Управлять камерой с помощью правого джойстика. В принципе, насколько я помню, по-моему, этот персонаж, вот эта вот дамочка, она вообще умереть не может. Ну, только в самом конце. Не прописано у нее такое. Что это? Холодно. Так, записка. Что там? Что? Ворота заклинило, перелезай, Крис. Понятно. Полезно. Быстро, безопасно. Ну, давай быстро. Лезть. Иногда тут будет очень мало времени даваться на прожим кнопок. Что поделать, в этом есть прикол. Так. За нами до сих пор кто-то следит. Постоянно выглядывает с разных каких-то углов. Хотя я тут высоких гор особо не вижу. Такое ощущение, что он на деревьях висит. И как обезьяна перемещается. Белочка. Если вы видите на экране символ «не двигаться», постарайтесь держать контроллер неподвижно. Вот в этих моментах надо прям замереть. А лучше положить вообще геймпад на стол. Если успеешь, конечно. Обучение. Если вы не знаете, что делать дальше, нажмите R1 и посмотрите задание. Доберитесь за стан. Ну, тут прям не особо прям важно. Тут, в принципе, всегда знаешь, что делать. Нет такого, что кругами, знаешь, где-то ходишь. Класс. Так, вот здесь у нас, по идее, поясняется еще за тотемы. Коренные племена и бабочки-порочницы, представители племен в былые времена, живших в этих городах, верили, что бабочки приносят сны и пророчества в вероятном будущем. Цвет крыльев бабочки обозначает природу пророчества. Смерть. Черные бабочки – предвещатели смерти. Опасность. Красные бабочки возвещали о грядущей опасности. Утрата. Коричневые бабочки предсказывали трагедию, которая коснется друзей. Наставление. Желтые бабочки несли видения, которые помогали человеку избрать правильный путь. Удача. Белые бабочки приносили сны об удаче и счастливом случае. Ну, то есть у нас тотемы будут все делиться на несколько цветов. Какие-то там черные, это точно будет смерть. Вот как я сегодня, ну, уже один нашел. Дамочка там умерла, разбившись об камни. Но она в любом бы случае разбилась. Вот. Потом красные там... Что там у нас красные-то? Вот, это опасность. То есть, возможно, ты умрешь, а возможно, не умрешь. 50 на 50. Трагедия, которая коснется друзей, это коричневые. То есть, ты нашел этот тотем, но, возможно, друзья твои могут пострадать. Желтые — это наставление на правильный путь. И белые бабочки — это тотем желтый, если это что? Белый. Белый — это счастливый случай. Ну, может быть. А это у нас какой? Вам будут попадаться артефакты тотема. Если подобрать и повернуть тотем, вы увидите цветную бабочку, и вам откроется ваше возможное будущее. Ну да, это только возможное. Чик, крутим. Это у нас желтое получается. Тотем наставления. Ну, не знаю, прям вот ничего прям полезного я вот сейчас в этом секундном ролике не увидел. Просто ворона и просто один из участников.
Ух ты, граффити на самом верху. Прошлое не в нашей власти. Крис, ты здесь? Так, мы пока туда заходить не будем. Что еще тут рядом можно осмотреть? Кажется, вот здесь можно еще что-то найти. Найдена улика. Плакат разыскивается. Разыскивается Милграм Виктор. Пол мужской, рост 1,88 м. Последнее известное место жительства Блэквуд Пайнс. Дата последнего обнаружения 98 год, 16 марта. Обвиняется в предумышленном поджоге, а также в угрозах убийства. Если вы обладаете сведениями об этом преступнике, немедленно свяжитесь с полицией. Блэквудская конная полиция, 98 год. Ну, то есть вот этот мужик, который хотел, чтобы все спалили. Собирайте улики. Ну, понятно. Ну там что-то светится. Ладно. Будем упражняться в стрельбе, но это, по-моему, не она будет делать. Ей по сюжету стрелять не положено. Так, у меня, короче говоря, на данный момент есть два варианта: подойти к портфелю, либо сразу же дернуть дверь. Кстати, по-моему, портфель тоже что-то вот, какое-то небольшое влияние имеет. Сумка есть, а где сам? Ты же не в сумке? Ну-ка, что тут у нас? Так, закрыть сумку и шпионить. Мы закрываем сумку. Не стоит мне рыться в вещах Криса. Символ эффекта бабочки отображается в том случае, если ваши действия повлияли на развитие сюжета. Сэмми, эй, ты приехала! Так, это у нас Крис, влюблен в Эшли, оберегающий других, остроумный, методичный. Хорошо. О, кстати, Эффект бабушки. я нашел кое-что любопытное. Что? Не скажу, сама увидишь. Идем сюда. Если бы она, да. если бы она начала Ты шпионить, обалдеешь. если бы она начала шпионить, это бы негативно повлияло на отношения между ними. По-моему, сейчас уже все, да? Дверь не активна. Но нам потом туда надо будет зайти. Так что ладно, мы тогда дергать ее не будем. Вроде сейчас будут немного обучать стрельбе, если я не ошибаюсь. Та-да! Круто, а? Да, я немного рановато сюда подошел. Ты смотри, какая прелесть! Прелесть? Тут не совсем подходящее слово. Зачем это здесь? В смысле? А нафига устраивать стрельбище у подножия лыжной базы? Почему бы нет? Ты знакома с отцом Джоша? Ну да. Ну, он типа большой охотник. Попробуешь? Давай лучше... То есть вот у нас пока персонажи какие по характеру? Это у нас товарищ в очках, то есть он умник. Товарищ в очках умник. Вот это вот в шапке дама в юбке милая, просто милая красавица, студентка-комсомолка. И ковбой. Ладно. Тут все стереотипные Начнем. будут такие. Я даже цель не сразу заметил. Оп. Где она? Вот, вижу. В яблочко. Ух ты! Молодец, ковбой! Вот так. Готов. Так будет с каждым. Не спеши задирать нос, просто новичкам всегда везет. Везение тут ни при чем. Ну, попасть в большую бутылку с такого расстояния может кто угодно.
А вот в белочку... Я предпочитаю в этой игре животных не стрелять, так что не будем белку трогать, она мне ничего не сделала. Неплохо. Вот так, получай! Эй, снайпер, Порой едем игра сюда. провоцирует У меня просто. только начало получаться. Пошли, фуникулер подъехал. Но, в принципе, если я бы убил эту белку, ничего бы тоже не поменялось. Снова возвращаться сюда. Точно. Я вот прямо сразу вспомнила все в подробностях. Время летит. Странно. Заперто. Да. Джош просил держать ее на замке, чтоб никто не В влез. смысле? Кто не влез? Не знаю. Говорит, туда вроде бродяги забирались. Пипец. Все, мне надо идти открывать. Да легко. После вас. Какой джентльмен. Джошу очень нелегко. Так, давай знаю, посмотрим, как он что вообще тут можно держится. вообще интересного Я поискать. Мы все должны приглядывать за ним. Он столько пережил, и он не из тех, Блин, кто я способен из-за неё попросить не о вижу. помощи, понимаешь? Можно ли там пройти или нет? Так, ну давай плакат. Выбрали же местечко для дома. Black богатеи. Wand. Да ну, богатей. Всего лишь гору купили. Black Wand Pines. Отель и лечебница. В здоровом теле, здоровый дух. То есть у нас вот получается где? Две сестры, семья вот. Я думала, как Две сестры и брат. Это вот прям их мне хоть понятно, целый что большой это. особняк и гора. А сколько его ждать-то? Ну, Богатенькие гора родители. высокая. Днем она такая красивая, а ночью страшная, как спящий великан. Книжку издашь? Что? Стихи свои. Спящий великан Блэквудского леса. Ой, помолчал бы. Ну, у нас получается по всему дому натыкана куча камер. Так. Все, ну громкость речи у нас на максимум уже. Так и все, тут больше искать нечего. Куда на выход? Наконец-то идешь? Ну, вообще-то я хотел остаться здесь и вздремнуть, но ладно. Так садился бы, доспал. А я не пойду сюда. Ну да, тут больше искать нечего. Войти. Как на выпускной едем? Поехали! Ура! Приключение! Надеюсь, мы не пожалеем. Чего? Что решили сюда приехать на годовщину. Джош просто загорелся идеей собрать нас всех вместе. Да, вот это уж точно. Я вообще никогда не видел его в таком восторге. Вот и хорошо. От него всего можно ждать. Я за него боялась. Да, это хорошая идея. Только бы остальные тоже так думали. Ну, мы же приехали. Спасибо. Гора с плеч. Только странно, вроде как дорога одна, а все добирались по разными путями. Это странно. Знаешь что, давай не будем говорить о прошлом. Хорошо же едем. Да, точно, ты прав. Знаешь историю с Джошем? Нет. Окей, 3 класс. Джош сидел на задней партии, а я впереди. Мы вообще друг о друге не знали. Но сосед Джоша стал дергать сидевшую перед ним девочку за лямки лифчика. И учитель пересадил его вперед, а там сидел я. Ну и? А меня посадили назад.
И? Рядом с Джошем, вот и все. Мы познакомились и дружим. О да, рука судьбы. Если бы Джинни Смит не отрастила себе сиськи аж в 3-м классе, если бы она не надела майку, из-под которой торчал лифчик, кто знает, ты бы ехала в этом вагончике одна. Вот так. Ну, или вообще с кем-то другим. Бум. Эффект бабочки. Вот опять. Опять мне напоминает про эффект бабочки. Вот любители, а. Ну, это такая Джесс, новая девушка Майка, доверчивая, дерзкая, уверенная. Ну, такая дурнушка просто. Ха-ха-ха, у нас весь мир в розовом цвете, такая дамочка. Не совсем хорошего поведения. Ой-ой-ой, кто-то приехал. Пойду поздороваюсь. Так, прежде чем здороваться. Ну да, тут больше брать-то и нечего. Что за фигня? Джесс, эй! Джессика, сюда! Что-то я не понимаю, в чем тут прикол. Мы Так не как она- можем отсюда выйти. Можешь нас выпустить? Пожалуйста. Нет. Охренеть! Я думал, нам конец. Еще 10 минут, и я бы начал грызть свою ногу. Ой, фу, Крис. Они так странно тоже все одеты. В одной куртка по самой, как его, по самую грудь коротенькая. Пацан, по-моему, адекватно сам оделся в такой мороз со снегом и метелью. У него хотя бы куртка длинная. Девчонки одеты как попало вообще, как на танцы. У меня на костях много мяса. Там сплошные мышцы. Да, точно. Ага. Эй, Так. Что тут у Крис, Вот это да! Вы посмотрите, кто-то втюрился в нашего хорошего друга и уважаемого президента класса Майкла Монро. Крис. И что же такого страстно-эротического может вообразить наша Джессика? Интересно. Так, настоять, объясниться. Теперь я с Майком. Давай ничего не будем скрывать, просто скажем то, что мы с Майком. Эм с Майком расстались. Мы теперь вместе. Ух ты, драма. Вовсе нет. Все прошло гладко. Я есть, Эми нет. Щелбана Ладно, еще ладно, ему. нам уже пора идти к дому. Чтоб не шастал по Надоела чужим вся эта письмам. природа и рухлядь. Да, вы идите. А я немного подожду здесь. Вдруг кто-то еще приедет. То есть Майк? Что? В общем, ну, кто-нибудь. Ага. Сэм? Почему она вместе с ними не захотела ехать, идти? Просто с ума сойти. Иногда хочется просто стоять и смотреть. Ну да, стоять и смотреть на жутковатую стужу. Почему было не построить дом поближе к фуникулеру? Так, Эмили, бывшая девушка Майка. Это у нас местная сучка. Сообразительная, находчивая, убедительная. Хорошо. Вряд ли тут он смотрелся бы. Мэтт, новый парень Эмили. Амбициозный, активный, целеустремленный. Тут скорее он абьюзер какой-то просто. Не абьюзер, он просто И этот, где носильщик, балбес когда он так местный. нужен? Мэтт, владение семьи Вашингтон. Хорошо. Такой, тряпка. Меня трясет. Тряпка мест. Почти О, дошли. Я к тому же более немного точная страшно. характеристика будет про него. Мы снова соберемся здесь, все вместе. Это будет мало похоже на вечеринку. То есть, ты думаешь... Господи! Майк, бывший парень Эмили. Умный, целеустремленный, убедительный. Нет, такой местный мачо-мен, альфа-самец и так далее. Ребята, Майкл! чума, вы бы сейчас себя видели. А если бы у меня сейчас рука дернулась? Класс. Майкл, ты свинья. Да ладно, мы же друзья, правда? Зачем ссориться? Это безобидная шутка. Мы же в лесу, в зловещем лесу.
Давайте проникнемся этим духом. Проникнемся, серьезно? Ну ты кретин. Я пытаюсь поднять вам настроение. Не будь такой. Какой? Да такой, как сейчас. К тебе не подъедешь. Так, угроза. Отвали, Майк, или дружелюбие? Мы же друзья. Ну, в принципе, особо разницы нету, но... Давай угрозу. Майкл, ты отвали. Эмили и я, мы сейчас вместе, и так оно и будет. Второй раз повторять не буду. Ты меня понял? Я-то надеялся, мы это забудем. Но раз так, как скажешь. Майк. Нет, нет. Статус обновлен. Доброжелательность меньше, но романтичности больше. С Майком он немножко нарушил отношения, но с Эмили повыше сделал. В принципе, мы тут с Эмили будем больше находиться, все-таки это его девушка, а с Майклом будем меньше взаимодействовать. Так что давай так попробуем. Нет, все отлично. Я пойду вниз по дороге и обещаю больше не валять дурака. Мир. Вроде он понял. В роли альфа-самца ты очень привлекателен. Черт. Что? Ты не мог бы отнести это наверх? Сумки? Да, только все сумки. А ты? Мне нужно найти Сэм. Ладно. Извини, мне правда нужно. Совсем забыла. Надо поговорить с ней до того, как мы придем туда. А потом нельзя? Почти пришли же. Это важно. Мэтт, пожалуйста. Если бы он начал мусолить, типа то, что вот, мы же друзья, там и все такое, она бы на него по-любому бы наехала. Так, согласие, ладно, иду, настойчивость, я тебя не брошу. Ну давай настойчивость. Я думаю, тебе совершенно ни к чему ходить тут одной. Серьезно? Холодно и уже темнеет. А ты собрался укрыть меня от темноты? Я оставлю вещи здесь и пойду с тобой. Их никто не украдет. Мэтт, ты издеваешься? Ты не можешь оставить меня одну на 5 минут? Ты так плохо обо мне думаешь? Ты не так поняла. Почему ты меня не слушаешься? Почему всегда споришь? Что бы я ни сказала? Извини, я просто пытаюсь помочь. Если ты хочешь помочь, просто донеси вещи до дома как можно скорее, ладно? Что ж, ладно, как скажешь. Спасибо. Я встречу Сэм и сразу приду. Да, хорошо. Ей нужен такой, чтобы всегда был просто покорно выполнял ее задание. Романтичность меньше, доброжелательность. Ну, короче говоря, не очень-то получился расклад доброжелательный. Ну, с Майком я по сути, я только с Майком немного рассорился. Окей. Ну, такая тут местная дурочка, короче. И в того, прилежная, влюблена в Криса, любознательная, прямолинейная. У нас в очкарика, которая любит, да? Ничего себе. Готовы снова подружиться. И даже больше, чем подружиться. А разругались-то с треском и фанфарами. Прям вынюхивает стоит. С биноклем. О, Господи! Мэтт! Эй, извини, я не хотел тебя напугать. Ну ты даешь, Ну, Мэтт! в смысле, я все-таки хотел тебя чуть-чуть напугать, но типа не так сильно. Вот дурак! Слушай, Эшли, ну извини меня, пожалуйста. Ладно, ничего. Ну что там? Есть за кем подглядывать? Дай-ка гляну. Так, побуждение. Посмотри, либо обман сломано. Блин, я не знаю, честно ему ответить или нет. Тогда еще больше отношения порушится. Давай обман. Да он сломан.
сломанный, ничего, совсем ничего интересного. Правда? Да ладно. Наверняка там где-то медведь жрет в лесу или типа того. Согласен, как хочешь. Ну вот, если хочешь. А? Настырный какой. Ну ни хрена ж себе. Вот так вот, Эмили. Что за фигня? Да это же ничего не Не значит. значит, ты думаешь? Ну, Для правда. Эмили все ничего не значит. Так ведь? Я не знаю. Вот ведь. Сучка. Мэтт, Отношения. Тихо. А что, мы не можем отношения посмотреть? Пока нет, походу. Так, Джессика, верхняя станция фуникулера. Она тут уже полчаса торчит. Книга или телефон? По-моему, без разницы. Давай телефон. Она же у нас вроде такая. Ну, Ах, вот значит ты как. Выходи с поднятыми руками, ты окружена. ну что я могу поделать? Что остается нежной юной мятежнице? Только сдаться сильному военному, который пришел взять меня под стражу. скамейка снег. Да, давай, Снежок. Будем отбиваться. Да, ну, лицевая я не анимация, знаю, конечно, у если них тебе так еще нравится. такое себе. Вот так вот. Хотя я куда-то в яйца ему метился. Какая романтика. Прячешься, моя... На морозе снежками обстреливаться. Яблочко. Эй! Оу! Главное, птичку не подстрелить. Она тут ни при чем. Эй! Ау! Эй, Майк! Прям в башку. Да, Отлично. подловила меня. Ладно, хорошо. Иногда лучший вариант не делать ничего. От меня не спрячешься, Майкл. Я тебя знаю как облупленного. Геймпад прям весь колотит. А теперь в голову. Открылся. Я тебя найду, Джесс. И что потом? Хватит. Ну нет, не хватит. Тебе конец. Победа. Все. Моя взяла. И комок в рожу прям затолкал. Ну, может и нет. А откуда такое сомнение в голосе? Так, понял. Так, значит, ты признаешь поражение? Вы достойный противник, снежная королева Джессика. Скоро узнаешь, какая я снежная. Миледи. Романтика. Как они не мерзнут, я не понимаю. Они довольно-таки легко все одеты. Ух ты. Оставь чуть-чуть на сладкое. Не бойся, останется. Пойдем к дому. Да, а здесь так красиво. Просто бесподобно. Я мог бы остаться здесь надолго, навсегда, если бы мы все время целовались. Только целовались? Ха, и это тоже. Но так за поцелуями можно и замерзнуть насмерть. Да. Взял бы ее прям там в фуникулере, натянул, раз уж она так просит. Это кто приехал? А, психолог. Здрасте. Добрый день. И как мы себя чувствуем? Замечательно. Мы с тобой добились больших успехов в прошлый раз. Но твое состояние меня тревожит. На сей раз мы попытаемся отыскать корень твоих волнений.
Угу. Возьми в руки книгу, полистай. Ты увидишь там картинки и символы. Пожалуйста, ответь мне, какая картинка в каждой группе вызывает у тебя беспокойство? Игра прям спрашивает, чем же тебя все-таки пугать? Вот. Меня спрашивают, что меня вызывает беспокойство. Честно? Вообще одинаково. Да давай женщин. Давай просто женщин. Дальше. Ага. Что меня вызывает беспокойство? Толпа либо самолет? Вообще, по статистике, самолеты не так уж часто бьют. Самый опасный вид транспорта — это автомобиль. Ну, давай толпа. Толпа — это более хаос такой. Высота или утопление? Так-то и то не фонтан. Но вот я не очень любитель высоты. Давай высоту возьмем. Змея или крыса? Ну, не знаю, змея более опасна. Тем самым нас будут пугать. Нож или пистолет? Ну, пистолет, естественно, опаснее. Змея или таракан? Ну, естественно, змея. Тут еще игра проверила, да, походу, что это точно змея? Пугало или клоун? Ну, вот это вот ответ. Точно я помню, что зависит от того, скример, когда будет, что на тебя вылетит прям перед лицом, что у тебя вылетит, чучело пугало, либо чучело клоуна. Да без разницы, давай клоун. Кишки или ворон? Но тоже вот такой странный вопрос, что у тебя больше вызывает опасность, чувство опасности, что больше вызывает, ворон или кишки? Вот как это? Меня больше вызывает опасности психолог, который такие вопросы спрашивает. Блин, я не знаю, да давай кишки, чё. Когда внутренности лежат наружу, они более опасны. Я тебя напугал, прости. Ты вообще молодец. Не нервничай. Кстати, игра вообще не стесняется применять скримеры. Старайся отвечать быстро. Чем меньше ты раздумываешь, тем правдивее ответ. И тем большего эффекта мы с тобой сможем добиться. Будем проверять, да? То есть игра сейчас проверяет, правду ли я отвечал. Да, змея. Хорошо. Кишки или игла? Давай, кровь. Почему-то кишки тут кровью обозначают. Клоун или зомби? Давай, будем последовательно. Клоун. Кровь или волк? Волк опаснее. Это очевидно. Что опаснее, гроза или волк? Не знаю, смотря где эта гроза проходит. Так-то на всех домах громоотводы стоят. Волк. Ну как на всех? На большинстве домов. Ты так стараешься? Спасибо. Змеи, клоуны, собаки. Ну, выбор невелик, вот поэтому выбирал из чего есть. На хорошую вечеринку. К сожалению, наш сеанс подошел к концу. Но ничего, мы скоро увидимся. Отличный психолог, занимается по 5 минут с тобой.
И деньги гребет. У вас 50 тысяч долларов за 5 минут. И все, и ушел. Ранее в Until Dawn. А вам не кажется, что это слишком жестоко? Да брось, она это заслужила. Хана! Что такое? Куда это она пошла? Мы просто пошутили, Ханна. Нет, черт! Для начала хочу сказать, что безумно рад поприветствовать всех своих дорогих друзей на ежегодных зимних каникулах в Блэквуде. Я бы очень хотел, чтобы мы все здорово провели здесь время, и пусть эти каникулы будут незабываемыми. Ради моих сестер. Мне нужно найти Сэм. Ну ни хрена ж себе. А меня посадили назад. Рядом с Джошем. Вот и все. Бум. Эффект бабочки. Гора будто с каждым годом становится выше. Правда? Как ты не замечал? Джош, брат Ханны и Бет. Сложный, заботливый, преданный. Это такой местный рубаха парень. Ты здесь вырос. Тебе она должна казаться меньше. Да, пожалуй. Вы бы тут хоть сотовую вышку поставили. Телефон вообще не ловит. Если у тебя есть лишний Ну, хоть и с миллион, так придурью коллегам такой. устрою. Да, конечно, сейчас. Оставил в другой куртке. Упс. Ребят, нормально добрались? Да, ну, в общем и целом. Я рада тебя видеть. А с ним что? Ну, за ними постоянно кто-то наблюдает. Крис, загородный дом семьи Вашингтон. Ну так что, будем веселиться? Конечно. Так, сплетня. Мэтт и Эмили. Беспокойство. У тебя все нормально? Ну, давай побеспокоимся. Эй, ты-то как? Наверное, тяжело возвращаться сюда? Стоп. Ну я просто... Я тебя понял. Со мной все нормально. Я хочу, чтобы мы хорошо провели время, понимаешь? Ну, типа, как раньше. Ах ты ж, вот зараза. Что, примерз? Что, он не может в свой дом попасть? Другого входа нет? Их здесь миллион, но все заперты. Что, здесь нет ни одного окна, которое можно, ну, типа, поддеть? Не понял, ты предлагаешь вломиться? Ха, да ладно, какой же это взлом, если ты хозяин? Эй, я могу и полицию вызвать. Да шучу я, взломщик. Пусть хозяин сам и лезет. Ну вот что за фигня? Он же хозяин, он же не может сам себе. Привет, Эш. Привет. Так, беспокойство здесь так странно, уверенность. Как хорошо, что мы вернулись. Да, уверенность просто. Ну, как поживаешь? Хорошо, но... Чё панику, да, замерзла наводить? только. Сейчас бы завернуться в плед у огня. Да, звучит заманчиво. Так. Ну, с Джесс и Сэм. Эшли, Джесс, Джош, Сэм. И вот чуть-чуть побольше, короче говоря, получше у нас отношения. Ладно. Ну, будем играть как получится насчет отношений, как бы я тут... Эшли сегодня потрясно выглядит, да? Иногда бывают, правда, такие вопросы, которые, ну... вроде он вопрос, ну, то есть если у тебя дается два варианта ответа, не каждый вариант очевиден. И неизвестно, как он вообще отреагирует, персонаж, на это. Тут надо вот именно все несколько раз переигрывать, чтобы точно знать четкий ответ, который как-то повлияет в положительную сторону. Поэтому варианта может быть два похожих, но один отрицательно повлияет, а другой положительно. Хотя они оба между собой похожи. Так что будем, вот уж будем играть точно как в получается. тихом омуте черти водятся. А с виду тихоня. Да, я бы совсем не прочь покувыркаться с ней в снегу. Возражение или согласие? Согласие.
Ну да. Ну да. Скажи мне, когда же ты наконец ей засадишь? Да, я бы не против. Да Подростки. ладно, чего ты тянешь? Вы и так все время проводите вместе. Да, но мы друзья. Послушай, ну оглянись, посмотри, какая красота. И здесь нет родителей. Что может быть романтичнее, чем эта прекрасная обстановка, сулящая любовные приключения? Ты и Эшли наконец-то наедине. Ты все подготовил. Ты был настоящим джентльменом. И теперь она от тебя не уйдет. Так, согласие может быть и так, несогласие не знаю. Ну, давай согласие. Ты прав. Ты охотник, братан. Бесстрашный, беспощадный. Все, ей никуда не деться. Ладно, ладно, я понял. Ясно. Какая милая беседа. Да ладно. Романтичность добавили, зато убавили, блин, вообще все почти. Вот как? Как тут угадаешь, тоже что отвечать? Ну так что, как будем вламываться в дом моих предков, друг? Я не говорил, что знаю как. Я понял так, что знаешь. Ну, с Джошем типа получше отношения стали. Хрен его знает. Давай, тоже. соображай быстрее, взломщик. Иначе 4 прелестных леди отморозят себе булки, и уж поверь мне, Булочки это скажется на их мороженое. настроении. Ну да, согласен. Любят холодные булки. Такс. Ну, я знаю, куда залезать. Давай посмотрим, что тут можно что-нибудь взять или нет. Ну, вряд ли. Стой. Он что-то мигает. Оп. Черт, телефон почти сел. Пришлось отключить Кобура GPS. для топора. Только я Топора добрался самого туда, нет. где он может быть нужен. Опять ты о телефоне. А что такого? Ты только о нем и говоришь. Ну, это же незаменимая вещь. Кто-то утащил топор. Так. Да ты у нас голова, хвалю. По-моему, его проще было приподнять, чем вот так тащить. Почему хозяин дома сюда не лезет? Умнику что, больше всех надо? Порядок. Надо было чаще на скалодром ходить. В спортзал, что ли? Ну, там, где по стенке лазят. Опа. Это я сделал? Да нет, вряд ли. Вот, держи. Если это не подстроено, то вообще, по идее, лампочки очень... Стой, Крис, у меня есть крутая... лампочки очень редко так взрываются. Лампочки накаливания, тем более, как бы. Они в основном просто перегорают и все, как бы, без вот этих вот хлопков. Такое бывает, я не знаю, раз на 100 лампочек. Идея. Да? 100 пудов. Что за идея? Так, значит, в какой-нибудь из ванных комнат наверняка есть дезодорант. Попробуй-ка его поджечь. Я что-то не понял. Зачем мне его жечь? Он пшикает, это спрей. Ну, а зачем? Да, теперь понял. Огнемет. Мы так в солдатики играли. Ага, и расплавили. Короче, направь спрей на зажигалку и... И замок оттает. Точно. Ладно, ты понял. Мне тут надо кое-что сделать. Готов немного поохотиться в темноте? Нет, но придется. Бог в помощь, пилигрим! Если бы он сам пошел, залез самостоятельно в свое окно, то он бы уже четко знал, где искать тот самый нужный дезодорант, чтобы попшикать. Вообще еще есть еще один вариант, можно просто было нассать на замок и все. Как он руки не обжигает, я не знаю, от этой зажигалки. Так, еще один тотем. Тотем утраты. У нас Эмили валялась там, с рожей разбитой. Скример. Тут вроде все.
Найдена улика. Обрывок газеты. Так, что у нас тут? 5 июня, 97 год. Альберта Бьюгл. Бывший уборщик, осужденный за поджог, клянется отомстить семье киномагната. Чарли Скотт, специальный корреспондент. Виктор Милгрэм, это тот самый, которого разыскивается, объявление было на фуникулере. 52 года. Вчера был осужден на 16 лет тюремного заключения за поджог в Блэквон Пайлз. Милгрэм 28 лет проработал уборщиком в старом горном отеле. Однако, когда данное имущество приобрел собственный голливудский продюсер Боб Вашингтон, то есть у нас отец двух сестер и Джоша, Милгрэма уволили. Судебный процесс закончился сенсацией. После объявления приговора разъяренный Милгрэм стал выкрикивать оскорбления в адрес беременной жены Вашингтона, Мелинды, назвав ее шлюхой. Он поклялся отомстить. «Я всех вас достану, и твоего мужа, и детей. Все получат», — заявил он. Было видно, что Мелинда с трудом сохраняет самообладание в ходе слушаний. После она заявила, что ее расстроили угрозы Милгрэма, но при этом она уверена, что судебная система защитит ее и ее семью. Что-то он так много информации прочитал на одном клочке крохотном бумаги. Ладно. По идее, у нас умник давным-давно себе должен был пальцы обжечь. Ну, серьезно, зажигалка такая, она нагревается, ну, минуты за полторы, наверное. Да, даже меньше, секунд за 30, наверное. Она уже становится раскаленная просто. Частенько такое в фильмах показывают, то что у нас персонаж идет с сожженной зажигалкой и очень много времени. Это не знаю, какой толщины должен быть металл у этой зажигалки, чтобы она тебе пальцы не обожгла там хотя бы секунд через 40. Вот у нас вся семья Вашингтон. Вот у нас Джош и сестры. Ну, отец и мать. Отца с матерью мы здесь, естественно, не увидим. Оп, а дверка-то закрылась. Это еще что? Это ужасы. Это говорит еще что? Сквозняки. Та-дам! Кстати, вот пока ты тут ходишь, так иногда открываешь двери, там еще что-нибудь, прям куча такой пыли легкой летает постоянно. Вот, сейчас. Хорошо видно. На куртке у него прям. Так, подожди, мы пока ничего открывать не будем. Кстати, а как он собирается замок греть? С этой стороны, что ли, поливая огнем? Что ты вылупился? С этой стороны он, по идее, может только его только его открыть, этот замок. Там же не минус, по идее, в квартире, ну, в доме. Хотя тогда большой вопрос, кто же его тогда топит. Да, темно что-то так. Параметры. Яркость. Давай на максималку. Не особо что-то добавила, конечно. Телевизор. Ну да, это сейчас самая первая необходимая вещь. Не знаю, по-моему, мне не получится все тотемы собрать. Это надо игру, по-моему, пару раз проходить подряд, чтобы прям все тотемы собраться. Потому что когда у тебя персонажи некоторые погибают, у тебя немножко другие ветки открываются. Смотря какие диалоги тоже еще идут. Так, вот на столе тут ничего нету. Нету.
Пришел я примерно оттуда. Давай вот в этот проход сходим. Дом у нас трехэтажный, если я не ошибаюсь. Вот здесь что-то же мигало. Или-то дальше. Вот. Дальше. Фотография. Это выпускной, да, я так полагаю. Найдена улика. Фотография со школьного бала. Готовы к выпускному. Ханна, Сэм, Майк, Эмили. 13-й год. Ну так. Ну, здесь так чисто быстренько пробежаться. Угу. Да, мы попробуем тогда вот в двери позаходить, а потом вниз будем дальше спускаться. Или наоборот подниматься. Не знаю. Надо где-то найти этот аэрозоль. Ну, домик довольно-таки большой, надо отдать должна. Стой. Ага. Вот что-то можно взять. Телефон? У вас одно новое сообщение. Здравствуйте, миссис Вашингтон. Это снова сержант Тейт. Боюсь, у меня плохие новости. Мы проверили его досье, сделать ничего невозможно. Он на свободе. У нас нет законных оснований ограничивать его перемещение. Я знаю, это не то, что вы хотели бы услышать, но если что, звоните. Это, я так полагаю, у нас следователь звонил, который насчет Милграма. Этого старика, который уборщиком тут работал. Закрыто. Не знаю, давай попробуем подняться наверх. По идее, третий этаж должен быть все-таки самый маленький. Либо такой же. Как они там дом не заморозили? Окошки открыты, ничего не отапливается. Совсем туту, что ли? Кстати, игра пообъемнее будет, чем ее следующие собратья из Dark Pictures. Она, по-моему, проходится за 10-12 часов. Вот. А остальные игры, вот, типа Little Hope, там, они проходят часов за 5-6. Победитель — лучший фильм ужасов 2009 года. Режиссер Боб Вашингтон, «Кровавый монастырь». У нас отец семейства был режиссером. Мы потом сюда пройдем, в этот проход. Да и ничего тут особо-то и нету. От слова совсем. Ладно, давай в проход этот пройдем. Там получается спальни какие-то. Возможно, тут будет скример. Весь дом скрипит, вообще жуть. Я бы, наверное, в таком не уснул, просто в шуме. Вроде все обошел. Ну-ка, давай дверь дернем.
Надо же, открыт. По-моему, они хотели в этой... А, нет, это туалет, да? Тумбочка. Скример. Ну, аэрозоль. Здрасте. Ах ты ж! Вот сволочь! Я же выбрал то, что волки пугают. Отсюда выскочило животное, ну, похожее на волка. Мы уже Красными волки все глазами. отморозили. Я вообще не знаю, что это за животное. Это так не работает. Что за хрень? Благодарю. Я Он буду бы здесь просто- всю неделю. Он бы просто дверь обкоптил, там как раз это животное выбегает, ну, это как барсук какой-то. Он бы дверь скорее обкоптил, как бы всю, просто она была бы черная, но замок бы не разогрелся бы так быстро. Это по-любому. И разогревать его, по-моему, надо не со стороны дома, а со стороны улицы. Ладно, разработчикам виднее. Студентки самоубиваются. А тут будут все, по-моему, самоубиваться пытаться. Ой, черт! Черт, опять этот зверь! Кстати, Что это? как вот это животное, я не знаю, я не успел рассмотреть. Кто-то с длинным хвостом какой-то. Я не знаю, кто это такой. Барсук какой-то, хрен поймешь. Но довольно-таки жирный для барсука. Почему у него глаза вообще были красные? У него что, бешенство? Как он залез в тумбочку и сам за собой дверь закрыл? Что за хрень? Либо его нарочно кто-то туда посадил. Это медведь или тигр или... Ну да, это точно. просто миленький малыш Росомахи. Малыш? Ничего, дружок, скоро ты вырастешь. Я думаю, Росомаха на такое близкое расстояние, она бы, наверное, на километра 2 к этому дому не подошла. Просто, ну, это Росомахи животные хищные. И, как правило, они находятся в лесу, они где-то по тумбочкам сидят. Что за хрень вообще несут просто. И у Росомахи не красные глаза. Они опасные, Да, кстати. милый, да. Я бы не назвал его милым. О, мамочки, как хорошо быть под крышей. Хотя тут тоже очень холодно. Я разведу огонь. Все на прежних местах. Тут никого не было. А как же полицейские? Сюда мало кто приезжает. Как дела, тусовщики? Привет. Да капец, тусовщики, прям просто. А этот будет до конца жизни сейчас вспоминать. Окей. Да. Заходи. Располагайся. Бери, что хочешь. Козел. Ты ведь всегда берешь, что хочешь, правда? Эй, полегче, ковбой. Не подходи к Эмили. Я видел тебя с Эмили. И то, и другое будет отрицательным вариантом. Так-то. Не знаю. Предупреждение или вызов. Вот вообще, по идее, у тебя пишется вызов. Это значит, он должен произнести фразу «не подходи к Эмили». А предупреждение «я видел тебя с Эмили» больше, наверное, подойдет. То есть, немножко вот эти вот фразочки-то я бы местами поменял. Да хрен его знает, что отвечать. Давай просто, блять, вызов. Что вы с Эмили делали на тропе? Перчатку ему в рожу надо бросить. Дуэль. Я видел вас. В телескоп. И что? Мы давно не виделись. Ну, обнялись. Что такого-то, а? Это запрещено? Извинения, недоумение, да? А с ним отношения хреновенькие, он может потом накосячить. Хотя они, по идее, будут нечасто видеться. Да похер, давай извинения. Но... Он же у нас тряпка Ладно. все-таки, да, по сюжету так-то. Извини, приятель. Просто тяжелый день, я вспылил. Ничего. Проехали. Тряпка должна стелиться перед альфа-самцом. Да, конечно. Все, да, язык в жопу засунул и сел. Отлично. Вот мужики пошли потом, да, говорят. А, сучка явилась.
О, господи, это так пошло. Просто ходячее, блядь, серое пятно. Я не знаю. Ну правда, ты посмотри, как она старается. А это посмотрите на Расслабься, милая, нее. никому твой Майк не нужен. Прошу прощения, ты что-то сказала? Ты что, не расслышала? Уши заложила? А ты, похоже, страдаешь. Вот этой вот сучке всю игру хочется просто дать в торец, вот как следует. Просто взять и как вмазать ей просто, чтобы перестала хотя бы мандить. Что не прошла отбор. Да, твой красавчик только тёлок выбирает. И ты корова с медалью. Вот это уела. Я первая красотка класса. Провокация, зря ты так, Джесс, примирение. Эмили, остынь. Ну давай примирение. Не надо. А ты заткнись. Что там у нас по этим по отношениям? Вот серьезно, ни с кем бы не хотелось ссориться. Не суйся, Я, тупой по-моему, осёл. одну Чё улику не сказала? собрал. А, только ты имеешь право затыкать ему рот. Он твоя личная игрушка? Ну ты сука. Ну и что? Мне вообще насрать, что ты думаешь. Я хоть и умею думать. У меня высший балл на выпуске. Мне не придется, как тебе, ноги всю жизнь И очень раздвигать. хреновая лицевая А на кой мне анимация. сдались твои оценки, когда природа одарила по полной? Да ладно. Ты-то своей отвислой задницей на хлеб не заработаешь. Серьезно? Это типа оскорбление? Эта сучка что, под крэком, что ли? Провокация, Джесс, заткнись. Примирение, Эмили, прекрати. Примирение. Доброжелательность хотя бы вернулась. Эшли побольше, Эмили минус. Джесс плюс, Сэм плюс. Тут несколько вариантов. Либо ты, в общем, со своими друзьями срешься, либо со своей бабой. Вот и все. Тебе не дают особо выбора как-то что-то вот, ну, на плюс всех. Либо так, либо этак. Да, блин, я не знаю. Просто, Эмили, прекрати. Кто в доме Эмили, хозяин? хватит! Что за бред? Нашли из-за чего так ссориться. Да, Эмми. Почему ты лезешь в драку за своего бывшего парня? Хватит! Мы не за этим сюда приехали. Это очень плохо. Не то, чего я хотел. Так, если мы 10 минут не можем провести без ссор, может, устроим перерыв? Майк, почему бы вам с Джесс не заглянуть в гостевую хижину? Угу. Хорошо. Уединиться. Пройдемся. Лишь бы подальше от нее. По тропинке прямо. Вот женщины. Да ну. Кстати, у нас вот этот... как его там? Ну? Вот этот Мэтт, он странно одет. На нем свитер, тоненькая куртка и очень теплые сапоги. Ну, не знаю. Что, Джош? Разведем огонь? Где моя сумка? А? Сумка. Одну не маленькая донес, сумочка просрал с сумку. розовым, на Родео Драйв купила. Мэтт, ты меня слышишь? Ну ты что, не помнишь? Рядом с магазином итальянской обуви, Да, где я как ты взяла задолбала. шпильки, а ты свалил вешалку, заглядевшись на девицу за прилавком. Эй, она просто спросила про надпись на футболке. Ага, конечно, насрать ей было на твою дизайнерскую футболку. Да что ты прицепилась? Найди мою сумку. Господи, Эмми, ты могла просто забыть её. Чтобы я забыла сумочку? Ну, Сдурел? ладно. Да ты ее, небось, на фуникулере оставил. Я предлагаю всем ребятам объединиться и выкинуть эту мразь Пошли на искать. мороз. А потом согреемся? Еще как, согреемся. Какая вертихвостка, да? Сначала она орет, а потом я тебе, кажется, дам. Скотина. Так, а я ванну приму. О, пошел контент. Экскурсия. Секскурсия. Тоже неплохо. А далеко тащиться до этой вашей хижины? Эта хижина будет самым уютным и романтическим любовным гнездышком в твоей жизни. Которая не отапливалась хрен знает Ну, сколько. надо же верить в удачу. Да будет холодное гнездышко. Может быть, она тебе и улыбнется. Эй, порнозвезды! Вы забыли это! Порнозвезды? Я бы позырил. Как пошло. Простите, что выставил вас.
Да забей. Но я думаю, вы там найдете чем заняться. Угу. Ну и ты там не скучай. О, чуть не забыл. Вам нужно завести генератор, чтобы осветить дорогу. Там темнота. Нам нужно немножко спички, чтобы потом в этом домике потусить. Заигрывает? Отлично. Возьмем его с собой. Ты Майк, серьезно? загородный дом Что? семьи Вашингтон. Нет. 22:43. Ну, если я правильно полагаю, то у нас, вот как написали в самом начале, типа за 10 часов до рассвета, то игра и также и идет 10 часов. Так-то вроде по времени, вот прям смотришь. Что-то близко к тому. Правда, если в самом начале всех убить, то игра, естественно, кончается гораздо быстрее. Вот этот вот сюжет, когда вот эти вот два молодых человека идут уединиться в домик, может по-разному закончиться. Вот эту вот дамочку можно раздеть, а может она остаться в куртке, а может в футболке остаться, может в лифчике находиться. Все зависит от того, какие у вас, по-моему, отношения. Так она и будет выглядеть в кадре. Холод собачий. Ну, тут я могу тебе помочь. И как же ты это сделаешь? Да, есть кое-какие задумки. Дай-ка угадаю, приписюнить. Единственное, что у него, по-моему, в задумках. Эта штука, я так полагаю, не работает, да, без генератора? Ну да, Похоже, это надо как-то включить. похоже. Джош вроде говорил про генератор. Так странно, чтобы попасть в домик, в маленький, который рядом с большим особняком, тебе надо запустить в домике, который стоит посередине генератор. Генеришь себе немного желания Да заткнись ты. уже этот долбанный генератор. Заткнись ты. Попробую наорать на него, как ты орешь на меня. Вдруг сработает? Ладно. Угу. Да нас шапку вырубают. Окей. Шапку вырубает какой-то чувак в маске. Ну, я в курсе, что за чувак, просто без спойлеров. То вдруг кто-нибудь не видел. Так, посмотрим. Бум! Неплохо, Майк. Как он? Странно запускается. Почему дверь не закрыта? Ну ты волшебник. У-у-у. Теперь работает калитка. Они могли бы не запускать этот генератор, но в принципе да, им свет нужен по дороге. Они могли бы не запускать этот генератор и просто через забор перелезть, тут переступить скорее надо, а не перелезать через него. Но механика взаимодействия, да? Чтоб ты не заскучал. Сезам! А ну, откройся. Неплохо, да? Да, полный восторг. Хрен. Бля, у него просто поясницу продует в такой куртке. Она проснется потом, а у нее какой-нибудь этот ревматизм. Она музыку, да, включил? Тебя возбуждает? Конечно. Что-то не похоже. Еще как возбуждает. Дубак и генераторы. Маленькое Стояк приключение? обеспечен просто. О, секс-поход. Секс-поход. Серьезно. По-моему, здесь еще какой-то скримерок будет. Будем ей на жопу светить. Фотосинтез. Полицейская лента? Полицейская лента. С прошлого года. Могли бы и убрать. Дело так и не было закрыто. Меня прямо дрожь пробирает. Спросить, что ты помнишь, уважительно, надеюсь, они обрели покой. Уважительно. Ну, где бы они ни были,
Думаю, они рады, что их помнят. Наверное, хорошо так думать. Наверное. Пока, по-моему, у Мэтта дела плохие, в остальных вроде все ништяк. Ну так, плюс-минус. Ну тут скорее не очень прямо важно отношение, взаимодействие между персонажами. Не особо важно прям как вот он, романтичный он или нет, как бы. Тут в основном важно выбор, который ты сделаешь в определенных моментах. И как ты сыграешь в каких-нибудь каких-то ее моментах. Ну, успеешь там стрельнуть куда-нибудь, прожать какие-нибудь кнопочки и так далее. Все остальное особо не играет роль. Так только у тебя могут быть разные варианты диалогов, если у вас отношения не очень хорошие. Ты это слышал? Да, слышал. Росомахи орут. Не переживай. Пошли скорее в домик. Ну, класс. А к хижине-то мы не пройдем? Тропа завалена. Нет уж. Я ни за что не пойду назад в этот музей восковых фигур пить горячий шоколад с Эмили. Знаешь что? Да, серьезно. Я лучше в мороз полезу в какой-нибудь в какую-то шахту подозрительную. Джесс! Черт! Джессика! Я тут. Все нормально. Фу, блин, ты меня напугала. Думаешь, мне понравилось? Руки-ноги целы? Ну да, руки, ноги вроде на месте. Все 7 штук. Ага, смешно. Сама вылезешь? Не знаю. Я же тут почти ничего не вижу. В принципе, вот у нас ни один бы фильм ужасов не имел бы развязку, если бы просто вот дамочка такая, тут опасно, пойдем назад, и все, и конец уже фильма. Нет, каждый должен затупить и залезть в какую-нибудь жопу, потом, чтобы из нее вылезать. Так, осторожно, толкай тележку, геройство, я спрыгну. Геройство. Сейчас тебе спрыгну, погоди. Там бабайка. Эй, милый, помоги мне сдвинуть тележку. Милый. Да, если бы он, наверное, сам заставил ее с телегу эту толкать, она бы начала брыкаться. Да, она тяжелая, он сам-то ее сдвинуть не может. Ну давай, помоги мне. Сейчас. Давай. Я, конечно, надеялся потрахаться, но немножко по-другому. Но потрахался с тележкой. Все, можно обратно возвращаться, раз он с телегой потрахался. Как это, вагонетка? О, Господи, Че на ты квадрат живой? прожал? По-моему, тут игра будет наказывать, если ты ошибаешься. Ты похож на кусок дерьма. Спасибо. Зубы целые. Значит, она трахается с говном. Хорошо. Да. Честно говоря, у меня от этого места мурашки. Не могу сказать, что это приятное чувство. Можем тебя Кайфуй. обнять, поддержать. Так, подожди, давай наверх не пойдем, давай сперва до хижины дойдем. позырим, что тут есть вот в этом закуточке. О, вот это тем еще один. Давай, подъем, переворот. Это у нас белый. Слушай, ее можно будет даже раздеть, да, по-моему, есть шанс. Что она прям до нижнего белья будет раздетая. Ну тут как диалог повернется. У меня только один раз ее получилось раздевать. По-моему, это не просто сделать. Как правило, она либо в футболке остается, либо в куртке.
так и тусит. Сейчас посмотрим. Что это? Кто додумался курить тут сигары? Свежий. Кто тут мог быть? Откуда он знает, насколько он свежий? Может, ему уже год. Один наулика, мистический символ. Что-то историческое. Типа святилище? Наверняка Кто-то что-то куда отойди отсюда. Кто-то Понятное курил дело, и уж явно не шахтеры. такую херню рисовал. Ты цела? Ну, пока такие легкие скримерочки Хреново здесь с промелькают. техникой безопасности. Я думаю, пора валить. Логично. Так валите вы домой. Надо к столу подойти сначала. Он, кстати, по-моему, куда-то еще палит. Так, найдена улика. Карта шахт. Как тут все еще не рухнуло? У нас шахты взаимосвязывают вообще, в принципе, все места дислокации, которых 6 штук. То есть психушка, дом, что еще? Я уже не помню, какие тут еще места. В общем, все шахты связывают между собой. Я думаю, если бы они друг друга бы подсадили, точнее... Ну да, если бы она его подсадила, они могли бы запросто обратно забраться. Не обязательно переться в шахту, которая, возможно, просто будет бесконечной. Ну а вдруг? Они прутся туда, куда вообще не знаю. Шахты, как правило, не сквозные. Что, туда нельзя, что ли? Нет, можно. Там еще тотем валяется. Давай, хватай. Ящерка какая-то. Это желтый, да, там? Так, эту бабенцию. Также в раздетом состоянии можно еще и убить. То есть нам дважды показали. Она падает и остается живая. Второй раз она падает и уже насмерть. Но показывает то, что она в нижнем белье. Значит, вроде как отношения типа неплохие, и игра посчитала то, что мы, пожалуй, ее разденем для тебя. Скоро будет секас. Бля, как они долго идут просто до этого домика. Я думала, тут Зачем его реально там хижина, так далеко делать? как у Линкольна. Сейчас увидишь спальню, Линка. А, ты что, решил поиграть со мной в президента? Прокатить на борту номер Ну да. Ладно. только Что за не юмор? забудь Прокатить на борту номер 1? Серьезно? О, телескоп! Поглядим на деревья, поглядим на небо, поглядим на хижину. О. Опа. Что? Возле хижины кто-то есть. Может, это друзья твои, откуда ты знаешь? Эй, Джесс, Так, далеко не отходи. А что такое? Тут предупреждение, что здесь водятся бурые медведи. О, Майкл, у меня есть крутая идея. Ну? Обнимем медведя. Давай, ну, пойдем. Что? Джесс, ты что, обалдела? Серьезно, обнимем медведя? Что ты, блядь, несешь? Блэквунд Пайнс. Обитатели горы и прилегающих территорий. Маккензийский равнинный волк. Этот легендарный могучий хищник нападает на оленей, карибу и любых раненых животных. В провинции Альберта отстрел волков и их ловля в капканы разрешено
разрешены в частных владениях. Спешим вас обрадовать. Здесь, в Blackwood Pines, численность волков строго контролируется. Интересно, кем? Лесничими? И так, кто там? Гризли. Всеядный зверь, который склонен к поеданию падали, но в принципе не откажется от любой пищи. В его рацион входит рыба, лосось, форель, окунь, и поэтому его часто можно встретить на берегу реки или у горного ручья. Гризли очень опасны, однако сами на людей нападают редко. В Апите скалистых гор. Это величественные олени живут в этих краях уже несколько тысяч лет. Обычно они довольно смирные, но каждый альфа-самец яростно защищает свой гарем, и это часто приводит к жестоким стычкам с чужаками. Ну, то есть у нас 3 опасных животных. Это олень, мишка и волк. Ну, не знаю. По-моему, медведь, естественно, самый опасный. Ну, надо думать, в принципе, у них как бы, ну, не городской участок так-то, не в черте города. Тут, по сути, вообще лес глубокий, дремучий. Все, теперь спускаемся. Мы в такую даль перлись, чтобы просто посмотреть в бинокль и прочитать записку. Они, по идее, должны быть оба уже так задубевшие просто, что тут не до этих. Скример. Раздражение, крысы с крыльями, остроумие. Я просто флиртовал. Давай остроумие. Да я отвечал на ее брачный зов. Надо же, везде успел. Да, делюсь любовью. Испугался. Ну-ка, что там по статусу? Прям романтичность зашкаливает. Из Джесс плюс вообще лютый. Правда, честность, доброжелательность поменьше. Как это работает? Они в одном месте прибавляют, в другом дважды отнимают. Ну, что за хрень? Если бы раздражительно я ответил, что бы мне тогда добавили? Подожди. Чтоб тебя, Джош. Не мог хотя бы дорогу для гостей слегка расчистить. Брось. Что? Не знала, что ты из тех, для кого стакан всегда наполовину пуст. Что я такого сказал? Ну-ка, отойди, нытик. Сейчас Херака ногу себе сломала. Ну-ну, И все. И секса не будет. Эй, Майк, что это у тебя такое на лице? Бум! Ладно. Кинь в нее камень. Сама напросилась. А все, я нету. Все. Джесс! Интрига, да, какая? С ней все в порядке. Сэмми! Что? Не хочешь помочь мне разжечь огонь? Я думала ванну принять. О, Ну, потом помоешься, что ли. тебе в этом деле помочь не надо? Как смешно. Сэм, дом Вашингтона. А, ну время тоже. Да ладно. Что, Куда там Джош, вода хлещет? сумеешь подключить горячую воду в своем роскошном доме? Значит, камин она отказалась ему помогать зажигать, но воду ты мне включи. Ну, как говорится, тебе надо, ты и включи. Тут, короче, делать нехер. Ого. Ого. И что это такое?
Как она в юбке, в косухе не замерзла, я не знаю, блин, но... Я удивляюсь сейчас одежда этих людей, которые зимой поперлись, черт знает куда. Хоть даже если они в загородный дом, до него же дойти надо. Короче, телкам цистит обеспечен, а пацанам отмороженные члены. Так, это у нас получается комната сестер, да? Да, бабочки. У кого там у нас была бабочка набита, не помню. Так, Йохан де Смит, художник-татуировщик, 254А, ТДР, Ванкувер, Британия, Колумбия. 18 марта 2013 год, 9:30. Ну, это вот как раз эту бабочку она ходила набивать себе. Вещи Ханны. Вот, у Ханны была татуировка бабочки. Фиг. Рождеством 2010, сестренка, с любовью, Джош. Ну, там браслетики какие-то хранил. Дорогая Ханна, я буду счастлив, если ты придешь на мою крутую вечеринку в 7 часов. 13-й год, что у нас там получается? 7-й месяц. Июля, 13 июля. Касса де Майк. В моем доме. Можно поднять это дело. О, Ханна. Да. Любовь, любовь. Она была типа в него влюблена, но поэтому и повелась на развод. Она бы не пришла в комнату. Вон тут какая-то записка. Ханна, Джош и Бет. Вы приглашены к Сэм на вечеринку в честь Хэллоуина. 31 октября, 13 год. Красивое платье, строго обязательно. О. Нам эту открыточку показывал психолог. Ну, если его так можно назвать. По мне так это так. Ближе к сторитейлеру. Вот висят теплые одежды. Ну-ну, это все явно про Майка. Может быть. Тест на совместимость. В основном ответы Б. Точнее В. Ой-ой-ой, ничего у тебя с ним не выйдет. Он бесшабашный гуляка, а ты сидишь дома, занимаешься вышивкой и отрабатываешь соль минор на фортепиано. Выкинь эту идею из головы, либо отщебучь что-нибудь реально дикое. Сбеги из дома или сделай себе татуировку. Или еще что-нибудь в таком духе, что угодно, лишь бы привлечь его внимание. Ведь это же все ради любви, верно? Так что давай, не раздумывай. Ну вот она и поперлась себе татуировку делать, пройдя тест. Блин, ну какая-то наивная просто. Ну, подросток, что могу сказать. Все, в этой комнате, по идее, больше брать-то нечего. Ну, я сюда так чисто зашел, чтобы... Немножко погружение в лор. Я вот не помню, там спуск был вниз, нет? А, вот, он отсюда. Может, лучше пойдем одеяло найдем? Там Джош и шапка внизу. Ты сможешь, друг. Мы в тебя верим. Да, конечно. Уху! Сейчас я обойду на предметы какие-нибудь. Ладно, вы там, на галерке. Есть для вас одно предложение. Какое? Какое? Ну, мне надо к ним спуститься. Чтоб скрипт сработал. Что за дверь такая? Ну, понятно. Короче, ладно, пошли вниз. Делать тут ничего.
Хотя вот тут вот что-то может быть. Слушай, если ты один раз заходишь, то предметы-то те же. Так вот, я почти уверен, что где-то в этом безумном доме завалялась гадальная доска. Чего? Вау, гадальная доска? Вау. Да, прикольная штука. Да ерунда это все. Так, для хохма. А вот и нет, братан. Мы часто вызывали, я и... Ну, Эй, Джош, отсутствие горячей воды – это очень большой прокол. да. Большой нужно прокол просто- вот с таким вот вырезом в минусовую температуру и в косухе бегать по улице. Бойлер включить внизу, в подвале. Ладно, вы пока поищите гадальную доску. Крис, пошли искать. Пороемся в разных сокровищах. Ну, ладно. Давай. Класс, вы не пожалеете. Как обычно, у нас все Пойдём за разделились по компанию. парам. Я думаю, может быть, здесь пробежаться. Вдруг что-то найдется. Так-то он по-любому уже меня будет по скрипту ждать. Это я уже поднимал. Там тоже закрыто. Да. Просто пошли вниз. А, он за мной прется. Просто пошли вниз и все. Тут ничего нет. Нет, что повернулась? Я, кстати, до этого этажа не дошел. А я не зря дал Крису и Эшли совместное задание. Пускай побудут немного наедине. Насмешка, Крису пора действовать. Лезть, они так мило смотрятся вместе. Ну, давай, не будем насмехаться. Такая сладкая парочка. Скорее бы они уже решились наконец. Да я тебе говорю, им просто нужен какой-то толчок, какое-нибудь жуткое событие, чтобы они сблизились. А то Намёки, к тому времени, намёки. как Крис соберется с духом, мы все уже посидеем от старости. Какое-то жуткое событие. Так, август 13-го, Кейп-Кот. Джош и его сестры-красавицы. Ханна плюс Бет. Отлично смотритесь, ребята. Вот здесь вот я не ходил очкариком, поэтому давай быстренько пробежимся, а вдруг тотем валяется какой. Туда не пройти. Да нет, тут в принципе ни хрена походу. Здесь какой-то проход есть. Да, пусто. Дверь, наверное, тоже, да, бесполезно дергать. Ну, надо думать, это не открытый мир. Знаешь, Сэм, Да, что, Джош? я хотел сказать, Что? для меня очень важно, что все снова приехали в этом году и что ты приехала, Сэм. Так, тревога, стрёмно сюда возвращаться. Это точно нет. Поддержка, мы с тобой. Джош, мы с тобой. Если тебе что-то нужно, просто скажи. Мы совсем справимся. Вместе. Я хочу, чтобы всем понравилось. Держим в голове то, что у него батя режиссер. Тут осторожно. Да я уж как-нибудь осилю эту старую лесенку.
кирпичный подвал. Почему вот у них дом не кирпичный? Это весь деревянный, весь скрипит. Пришлось затащить тебя в самые недра. Лишь бы в конечном итоге была горячая вода. Ну, я к тому, что одной тебе сюда ходить не стоит. Ясно? Да уж. Здесь жутковато. Ага. Сюда не стоит ходить одной. Ты еще раз повтори. Бита. Возьмем. Юмор, бейсбол на снегу, либо серьезность. Серьезность. Это здесь откуда? Твоя? Она не просто так. Раньше мы с папой часто играли в бейсбол. Угу. Конечно, до того. Зачем биту хранить в электрощитовой? Ну, серьезно. В подвале, прям в электрическом. Ты положи ее рядом, да, где-нибудь, если вы уж там у себя в комнате, еще где-нибудь, не знаю, в сундук какой-нибудь. Зачем ее класть, биту, там, где у тебя генератор запускается? Как он стал занятым человеком. Ладно, с этим к мозгоправу. Давай-ка лучше попробуем разобраться, как нам включить бойлер. Вот этот предмет, возможно, поможет кому-то отбиваться. Я не зря его сейчас вытащил. Ты можешь поддержать? Что это? А что там? Ты посвети сюда, чтобы я видел, что делаю. Зачем фонари я дал тогда? Блин. Эй, можешь светить сюда? Я только хотел геймпад положить. В таких ситуациях лучше в руках его не держать, а вот именно просто положить на стол. Так, первым делом нужно увеличить давление воды, а потом можно включать бойлер. Звучит очень сложно. На самом деле это проще простого. Что делаем? И запускаем. Ой. Ура! Другое дело. Молодец. Дай 5. Да. А там за стеллажом, по-моему, кто-то промелькнул. Либо мне показалось. Это может быть все, что угодно, но ничего хорошего. Эй, прекрати. Я просто тебя погнал. А ты реально испугалась. А ты юморист. Так, возражение. Мне не было страшно, розыгрыш. У тебя что-то за спиной. Но ни то, ни другое меня не устраивает. Блин, я не знаю, давай. Давай розыгрыш. О, Господи. Не шевелись. Я бы не поверил. У тебя за спиной. Ну да, сейчас. Издевательство. Есть настойчивость? Нет, серьезно, настойчивость. Джош. Серьезно. Там что-то есть. Ладно, очко в твою пользу. 30-0. Погоди, а первое-то очко откуда? Счет не с 30? Нет, с 15. Но я больше по настольному теннису. И розыгрыш говно, и диалог не фонтан вообще. Джош. Что? Какой-то ровный ритм. Это как-то очень странно. Тревога, нам надо пойти проверить. Геройство, я пойду посмотрю. Давай, тревога. Может, надо посмотреть? Да ну. А что, если труба вот-вот лопнет или с котлом проблема? Вряд ли. На твоем месте
Я бы проверила, а то потом родители убьют. Да, ты права. Ладно. Ой. Повнимательнее хотелось бы здесь осмотреться на предмет тотемов. Туда мы сходить, естественно, всегда успеем. Ну, здесь точно ничего нету. А вот эти вот закоулки посмотрим. Разработчики любят швырять вот маленькие проходы, полезные вещи. Все равно меня далеко не пустят. А, ну мы тут спускались. Хорошо. По-моему, где-то... Так, вот тут есть проход. Сейчас я вот там гляну, короче. Ну, звук с левой стороны. Это надо фонарем как-то найти, что-то, подсказку, улику. Нет. Зачем туда этот проход? А, да, вспомнил. Он пригодится потом. Готовимся к скримеру. А, нет, не сейчас, по-моему, даже. Просто домик пока что. Угадай. Кстати, я надел хоккейную маску. Какого хрена тут заперто? Чтобы никто не залез! Эй! Что? Эй! Какого хрена? Эй. Клево я прикололся. Чего? Да, вообще отлично. Вот зачем так делать? Скажи! Тут столько всякого прикольного старого хлама, ты не представляешь, я просто не мог удержаться. Ты что вообще? А ты был в курсе? Не, а жаль. Степ, что надо. Если уж они там все действительно так очканули, если они все уж так испугались, они бы вдвоем могли просто замудохать этого нападающего чувака. У него там в гараже куча всяких предметов. Схвати палку и тресни. Вот такие. Ну что ты? Жал и был смешной. Ну так, чуть-чуть. Мастер шуток. А вот про шутки я ничего не говорила. Твой розыгрыш тупой. Скажи честно, ты насмерть перепугалась. А вот и нет. Ну пустила ведь в штаны, Джош! Что это на тебе за балахон? Я нашел призвание. Надеюсь, ты примешь обет молчания. Ладно, ты хоть доску нашел? Они же вдвоем, кстати, за ней пошли. Почему она вернулась без Знаете доски что? и без него? Нет. На сегодня хватит с меня кошмаров. Предсказываю себе горячую ванну прямо сейчас. А вы развлекайтесь. О, кстати, берегитесь Джоша. Он приколист. Хорошо. Мэтт, загородный пойдешь дом. со мной за сумкой? Ага, иду. Я уже и про них и забыл. Сейчас она будет всю дорогу пилить башку. Так, ладно, давай мы прервемся на 3 минуты. Сейчас я подойду. Перерыв.
Все, поехали. Кстати, у нас тут тотем валяется. Если назад пройтись. Может там еще что-нибудь полезное валяется. Ну, а там тупик, я уже там был. Кому не холодно в этих штанах спортивных. Главное, свитер забыть не одел. Не забыл одеть. Капканы пальцы. Это уже гораздо позже в игре будет, ближе к концу. Прошу вас, мадам. Благодарю, сэр. И пинка ей еще под жопу. Стой, вот это надо посмотреть. Че, скримеров не будет? Как угодно. Она прям встала там на развилке. Сейчас будет голову мне делать. Слушай. А? Так, критика. Ты лучше остынь, уход от темы. Давай начнем сначала. Да, давай начнем сначала. Так, давай начнем с чистого листа. Сейчас. Заново. Что? Без ссор, без Майка, без Джесс. Только ты и я. Наслаждение природы и все такое. Хочу попробовать исправить отношения. Прямо в чем мать родила? Так точно. Это я могу. Когда персонажи смотрят в разные стороны, как будто там что-то валяется, но там ничего нету. Чё такое? Так, ладно. Он просто шел и заорал на ровном месте. Что за хрень? Вроде спокойно шел. Она теперь сама генератор запустит. Балбес, иди сюда. Флирт в укромный уголок, отказ, давай вернемся. Ну, естественно, флирт. Заманиваешь в укромное местечко? Сейчас все сам узнаешь. Угу, чтобы жопой покрутить. Подожди. Ну, тут, естественно, будет закрыто, как бы. Странно. Я так, чтобы все просто понажимать, знаешь. Куда пошел, Олух? Что? Я вернулся. Молодец. Слушайся. Какая она вредная просто. Мэтт. Вот прям прописали персонажа, чтобы у тебя прям с самой первой минуты была неприязнь к ней. Спасибо, что помог мне найти сумку. Я знаю, со мной иногда нелегко. И с тобой всегда нелегко. Обсудить, а мне это понравится? Или хвастать? Без проблем, детка. Без проблем, детка. Не вопрос, детка. Но я бы все-таки попросил тебя не забывать, что я не просто силач и таскатель сумок. И чем докажешь? Ночью. Кто же знал, то, что этот диалог Днем так и продлится? ночью. Ну, вроде на позитиве пока идем. Значит, Опять доброжелательность минус, храбрость минус, романтичность плюс. Ну, это... А если бы он начал вот с ней обсуждать это, то у меня бы повыше стали эти статусы, что ли?
хрен знает на что. Постоянно не знаешь, на что один диалог повлияет. Пока, по-моему, что не разговор, то в минус. Ну, романтичность повыше. Ха, круто. О, как здесь сегодня красиво. О, да. Мне так приятно быть с тобой рядом, силач. Я не только по этой части. Я что, У меня перепрограммировали? и мозги имеются. Тебе хватило мозгов выбрать меня, теперь дело за мышцами. Ты делала это снаружи? Снаружи чего? Машины. В А лесу. у тебя машина большая. На морозе. Здесь тебе места не хватит? Что за намеки всегда глупые? Знаешь что, поищем точку получше. Да? Может, тогда сразу точку G? Здесь много разных местечек. Да я уж прямо и снег расчистил. Как джентльмен? Давай немного осмотримся. По-моему, тут у всех сперматоксикоз, они кроме секса, наверное, вообще ни о чем не думают. Печально. Что ты остановилась? Опять голову ломать? Что такого важного в этой сумке? Да так, просто белье. Кружевное. Может, у меня там прокладки. Какая разница? Зачем интересоваться? Сумка есть сумка, которую надо забрать. Так, ладно, флирт. Да кому нужны эти трусики? Нетерпение. Нужно было сразу сказать. Флирт. На кой черт оно нужно? Не хочешь меня в нем увидеть? Все равно я его тут же сорву. Может, я хочу покрасоваться, настроиться на нужный лад. Ей все равно это не понравилось. Понятно, идем. Но нетерпение, она бы там тоже что-нибудь предъявила по-любому. Хотя, может быть, этот диалог никак не повлиял. Да нет, вроде ничего. Не убавить, не прибавить. Хорошо. Направо, налево. Что ты встал? Подожди, туда тоже можно. Давай попробуем на ступеньки подняться. Скорее всего, там прохода не будет. Какой рот. Попробуй засунуть в него руку. Ну да, а ты сама попробуй. Лучше не надо. Ну-ка, прямо вот сюда. Спасти Эмили. Эмили! Эмили! Попался, дурень? Господи, вот дурочка. Да ладно тебе. Не ломанулся бы спасать, она бы потом предъявила, как обычно. Какой-нибудь зверь или... Ну и жуть. Я пока тотемы поищу. Все, ничего нету. Ну сюда, наверное, надо было заглянуть, чтобы хотя бы вот это диалоговое окно открыть. У нас же что-то добавилось. Доброжелательность побольше. Романтичность поменьше. Что за хрень? Он наоборот ломанулся ее спасать. Вот как? Как это работает? Ой, блин. Прошу, мадам. Спасибо. Надо же, очень впечатляет. Да вообще капец. Слушай, туда, по-моему, можно наверх подняться. Откроем, да, откроем дверь. Это прям вряд ли срезка будет, но... Да, просто закрыть. Хорошо. Идет, руки греет. Они сначала холодно все оделись, а потом ноет то, что они замерзли. Но это вот то, что я выбирал, то, что мне не нравятся кишки у психолога и так далее. Кровь. Что такое?
По-моему, вот Кто-то слепил снеговика. Его здесь точно не было. были бы вороны, по-моему, на этом месте. Записка? Ого. С возвращения. Улика. Записка на голове свиньи. Наверное, Крис или Джош. Такие шуточки у них. Беспонтовая шутка. Мне это не нравится. Мне тоже. Вау! Мэтт! Что происходит? Кто мог это сделать? Знаешь, мне как-то уже не до трусиков. Просто хочется слинять отсюда быстрее. Согласен. У меня уже не до трусика. Тогда снимай. О, у нас окошечко забито уже. И шторы порваны. Комната вот в этом вот у психолога будет меняться со временем. Как ты относишься к людям, которые боятся неудач и переживают из-за того, что о них подумают другие? Ты разделяешь этот страх? Прибитая кошка или змея? Нет, я не разделяю этот страх. Причем тут животные, я вообще не понимаю. Этого боится. Я им сочувствую, я их презираю, я им сочувствую. Ясно. Крис боится неудач. Тебе его жалко? Кстати, не показывают лицо опрашиваемого. Либо да, либо нет. Ну давай, да, жалко. Однако же, судя по твоей игре, этого не скажешь, согласись. Да, я буду себе противоречить местами. Теперь давай подробнее рассмотрим твое отношение к другим людям. Какие качества ты ценишь в себе и в других? Что за психолог, Что я не тебе понимаю. важнее найти в друзьях? Преданность или честность? Что важнее в друзьях? Честность. То есть ты не станешь лгать, даже если это будет грозить твоему другу проблемами. А если честность против доброты? А, честность, все равно подстанет от меня уже. Доброта, пожалуй, впрямь не так уж важна. Зачем помогать другим? Главное, принципы, а? О, к сожалению, наше время вышло. Еще увидимся. Ну, это тоже ни на что особо не влияет, так что... Ранее в Until Dawn. Мы просто пошутили, Ханна. Сегодня годовщина таинственного исчезновения Ханны и Бет Вашингтон. Я точно знаю, Ханна и Бет оценили бы то, что мы до сих пор вместе и думаем о них. Ничего себе. Готовы снова подружиться. Бум! Эффект бабочки. Прошу прощения, ты что-то сказала? Ты что, не расслышала? Уши за... Хватит! Майк, почему бы вам с Джесс не заглянуть в гостевую хижину? Да, хорошо. Ты это слышал? Что это на тебе за балахон? А вот наш пропуск в мир духа. О, кстати, берегитесь Джоша, он приколист. Сама напросилась. Джесс! Джесс! Итак, читаю. Для контакта с миром 8 духов часов до рассвета. вы должны освободить свой разум от всех предубеждений,
Отбросить все запреты и отдаться воле других, подчиняя все свои желания прихотям властителя духов, то есть моим. Не выдумывай, Крис. И все присутствующие снимут свои одежды по моему повелению. Крис, брось, это серьезно. Я предельно серьезен. Заткнись, а? Поехали. Да, давайте. Ну ладно, будь что будет. Эшли, ты у нас новообращенная, тебе и быть медиумом. Так, мы сейчас за Эшли играем. Серьезность. Есть там кто-нибудь? Беспечность. Давай беспечность. Она все-таки такая дурнушка у нас. Шапка все-таки, да. Давай. Ладно. Здесь кто-то есть? Алло? Возьмите трубку, духи. Хотя она сказала но... по-другому. Абракадабра. Ну, Эш. Если вы слышите, подайте знак. Ну там пацифик или Ребят, кирпич. Если для вас это шуточки... Хорошо, хорошо. Есть там кто-нибудь? Ну В как этом можно? вашем там. Как можно серьезно относиться к спиритической доске? Ну, камон. Хотя с их уровнем интеллекта, да. Я понимаю, о чем они. Постойте-ка! Это ты была? Я ничего не трогала. Она движется! Буква? Что она пишет? Погоди. Как она движется? Это ты? Клянусь, она сама едет. Офигеть. Написано «помогите». Как мы можем помочь? Не знаю, что это значит. Чтобы понять, надо узнать, кто говорит. Или кто двигает эту всю фигню. Уточнение, кому нужна помощь, выяснение, чем мы можем помочь. Ну, в принципе, равносильные оба варианта. Не знаю, давай уточнение. Кто же ты? О, опять. Так, С, Е, С, Т, Р, А. сестра. Сестра. Чья сестра? Да ладно, чё, реально? Заткнись. Спроси, чья сестра. Джош, это наверняка. Да? Так, ладно. Которая из сестер? Эшли, спроси, кто это. Ханна или Бет? Ханна. Кто говорит с нами? Ханна? Это ты? Сейчас скример будет. О боже! Да бросьте вы. Джош, может, Ничего. ты уверен, может, хватит? Нет. Слушай, не надо. Я хочу знать, что она говорит. Не знаю, с чего начать. Смотри, если это действительно Хана, мы можем спросить, что случилось. Джош, И я выдержу. ладно. Сейчас. Выяснение, что с тобой произошло, извинения, нам так жаль. Но по идее она знает, что с ней произошло. Хотя по сюжету они без вести пропавшие. И извиняться тоже, ну... Давай выяснение. Ханна, мы скучаем и хотим знать, что с тобой случилось. Ты можешь рассказать? П. Р. Е. Д. О-о. Мне уже страшно. Предали. О чем она? Движется. О боже. У. Б. И. Л. И. Нет, Музыка нет. нарастает. Мы их не убивали. Это же была шутка. Эш, успокойся, ладно? Надо спросить еще. Прости Ребят, меня. О чем это она? А шапка прям поверила во Спроси, всю что эту случилось. дичь до Надо мозга же узнать. костей. Спроси, Эш. Да тут, в принципе, наверное, все поверили. Очкарик тоже влился в игру. Выяснение, кто тебя убил, уточнение, как ты погибла. Вот опять, постоянно дают разнозначные вроде как ответы, но плюс-минус они отличаются. Кто тебя убил, либо как ты погибла. Кто? Так. Кто убил тебя? Ханна, скажи, кто? Б. И. Б.
Библиотека. Может, в библиотеке что-то? Все видели тетеньку? И К. Улика, значит, есть улика. В библиотеке? У. Охренеть! Крис! Знаете что? Бред это все. Это неправда. Джош, я не знаю, что происходит. Слушай, я не знаю, может ты думаешь, что все эти дурацкие шуточки как-то помогут мне справиться с горем, но это не круто. Джош, нет! Это же изначально твоя идея! Эй, успокойся, Эш, не Только виновата. этого мне не хватало, придурки! Что за постоянно белые точки летают у Пойдем них его по всей догоним? квартире? Да ну его. Не, лучше не надо. Типа для антуража пыли Я его не сделали. виню. Это было дико. Стрелка аж со стола улетела. Если ты притворялась, это было мега Да убедительно. не притворялась я, ты что? Надо выполнить просьбу. Поискать в библиотеке. Поискать в библиотеке. Почему, кстати, она именно шапка задавала вопрос? Джесс! Так, Майк, тропа к хижине. Джесс! О, твою ж мать! То есть у нас потихоньку уже нарастает сюжет. Уже начинает почаще пугать. То тут скример, то тут вылезет. Так. Нам идти-то прямо, но давай мы здесь что-нибудь пороемся. Эй, любовь моя. А почему ему было не залезть? Она ж как бы туда свалилась. Почему он в обход идет? Джесс! Эй, ты здесь? Типа мы не ищем легких путей, сейчас скример будет. О, охренеть! Фух. Чуть из штанов не выпрыгнул. Откуда тут эта фиговина? И как она вообще работает? Как эта маска появилась? Она же как-то должна держаться с обратной Джессика. стороны. Ну, хватит. Ладно. Ну, только разработчику известно. Я вот не знаю. Слышишь? Не знаю, Это в не какую смешно. сторону идти. И я торжественно обещаю не убивать тебя. Ау! Ну ты... Ты даешь. Блин. Здорово вышло. Нет, нет! Стой, ты должен Ничего это я увидеть, не... ты должен. Нет, Смотри, Надо было наверх подниматься. Майк, ты меня снимала? вот это лицо. Я испугался, Джефф! Нельзя так пугать людей! Да еще посреди леса! Страшно же! Ой, я тебя напугала. Если ты это запостишь, я что? тебя убью. Не думала, что ты умеешь визжать, как девчонка, Майкл. Узнать человека по-настоящему можно лишь напугав его до потери штанов. Так, ворчание. Ладно, твоя дела. Остроумие. Ну, постарайся, Джесс. Ну... Не знаю, давай остроумие. Ну, штаны-то пока на мне. О, да неужели? Да, старайся лучше. Это вызов, что ли? Я надеюсь, ты крепкий малый, потому что сейчас на тебя обрушится вся мощь моих пугательных талантов. Так. Вон тотем валяется. Подожди, там, по-моему, другая же развилка только что была. Ладно. Там у нас Сэм куда-то залезает. Тут же только что трактор был. Подожди, нет, по-моему, не сюда. Давай вот сюда спустимся. Не знаю, просто хотелось бы все обойти, конечно. Серьезно, а где трактор? Что, премся куда-то и премся.
Там еще по кругу тоже можно. Так, а куда мне? Через мост или что? Так. Посмотри-ка, что это у нас тут нацарапано. Тут М и Э. Есть идеи, что это может значить? Может, Майк и Элизабет Эмили. и Майрон? Или Майкл и Эмили? Расслабься. Просто такая махровая пошлость как-то не в твоем духе. Признай. Эй, да, разумеется, я выгляжу Будем как честны. сильный и суровый мачо, но все-таки у меня есть сердце. И я не боюсь иногда выразить свою симпатию. Правда? Ну а мне ты выразишь немного симпатии? Да, нужно только до домика Много дойти. симпатии. И ты готов обналичить этот чек? Пошли, Реально у Казанова. всех тут сперматоксикоз просто. Так вот, не через мост или как? А до этого... А, ну вот, романтичность вернулась, кстати. Ну все, у Дресс максимальные отношения. Значит, она должна будет раздеться, скорее всего, до белья. Бля, я думал, что нам через мост надо идти. Что-то мы прёмся и прёмся куда-то. Вот, ни хрена нас откуда откинуло вообще. Здесь тупик был. Вот, сейчас давай вот я наверх поднимусь. Здесь же был тупик во время катсцены, она стояла. Она как раз на бревно облокотила телефон, чтобы с меня снимать. Вот, я как раз тотем и пропустил этот. Момент с оленями я помню. Причем, по-моему, тут самые опасные в этой игре это олени, а не волки и медведи, как показали. Мишек, по-моему, вообще по игре не встретим никогда. А волки будут дружелюбные, по-моему. Или-то собака вообще будет очень похожая на волка. А вот олени опасны. В определенный момент олени могут и замочить. Вот здесь прям бревно валялось. Она на него облокотила телефон. Потом хлоп, нас вернуло, хрен знает куда-то дальше. Нас отнесло просто по катсцене. Не знаю, метров на 200, наверное. Снег валит постоянно, но погода такое себе, как бы лютый мороз. Ну, не прям мороз, как бы, но на улице прохладно. У них короткие куртки, у этого вообще рубашка с жилеткой. Но теплые ботинки. Очень странно они одеты, конечно. Так, этот тотем я подбирал, да? Ну и все, в принципе. Хорошо, что туда вернулся и подобрал тот тотем. Дай пройти. Эй. Вот. Ну, лестница в этих играх прям отдельная песня. Они максимально долго поднимаются по лестнице. Зимняя сказка. Сказку могу устроить. Ну-ка, подожди. Задание что там? Хижине. Не до этой хижины уже час идут. Там кто-то кричал, как будто. Я думал, она опять пропала. Наверняка белка или типа того.
Или олень. Жутковато. Так, ты давай не отставай. Что? Слышала? Нет. Эй! Ну, за нами постоянно кто-то следит. Охренеть! Он нас чуть не зашиб. Интересно, если бы он не кинул камень, что-нибудь бы изменилось? Статус обновлен, кстати. Доброжелательность минус. Какого хрена? Короче, пошли. То есть кто-то под грифом опасность за нами следит из-за кустов. Я кидаю туда камень, и у меня минус доброжелательность. Замечательно. Мило. Все, как ты и обещал, Майкл. Что? Хижина. Мы так долго шли к этой развалюхе. Да. Нет, ну нам не сюда. Подожди, вот рядом. Угу, ничего нету. Нам еще выше. То, что ту хижину искомую так далеко расположили, разработчики просто тянут время нас попугать, потянуть время геймплейное, саспенса добавить. Маска. Старая маска. А испугать сладкая месть и показать, смотри, какая маска. Просто показать. Пугать не будем. Она впечатлительная у нас. А то придется штаны сушить еще. А на морозе нассать в штаны такое, по-моему, себе удовольствие. Я предполагаю тут. Смотри, маска. И что? Странная какая-то, да? Скорее страшная. Не нравится? Она бы обиделась по-любому, если бы он ее напугал. Прекрати! Ладно, как хочешь. Классная маска. Вообще замечательно. Не знаю, маска как маска. Ну-ка, и что мне сейчас отняли? Минус романтичности, еще минус доброжелательность. А если бы я ее напугал, тогда что, у меня тоже отняли бы доброжелательность? Какая-то хрень, как это работает вообще? Почему мне засчитывают постоянно в минус что-то? А я этого оленя-то не сразу заметил. Что? Даже знать не хочу. Ну, оленя только что замочили. Подожди, по-моему, туда можно еще пройти. Нет? Окей. А туда? Тоже нет. Раны, прям как будто на него кто-то когтистый напал. Это ужасно. Жуть. Похоже, ему конец. Ну да, шея поддержать. Бивать не будем. Ну давай. Боже мой, бедняжка. Вот опять у меня доброжелательность уберут. Потерпи. Давай. Майк, ему так больно. Уже не. Ну а я что сделаю? Потерпи. Уже недолго. Оп, приготовились. Господи, что это было? Я не знаю! Там мостик! Сюда, Майк! Давай
Давай сюда! Медведь! Это медведь! Смотри, смотри! Надо срезать путь. Успел. Будем бежать короткими дорогами. Так сложнее, но безопаснее. А вот и домик. Ну, помочь. Как она долго встает, а? Вставай, скорее! Сейчас! Майк, найди ключ! Открывай! Боже мой! Еще бы чуть-чуть! Ломанулся бы за ключом, она бы обиделась. Что? У меня все было под контролем. Вау. Иди ты! Да, все 100, 110. 330 Кошмар, каждому. Как будто марафон пробежала. Ну, в общем, так и было. Да. Это медведь? Ага. С такой жопой, конечно. Они очень быстро. Особо марафоны не побегает. Эй, сюда он к нам не вломится, это точно. Откуда ты знаешь? Элементарно, Джесс. Медведи не умеют открывать двери. Ну, машины они как-то открывают. Что? Да ладно. Кстати, что у нас там по статусу? Доброжелательность хоть добавили. Это мне чисто за оленя накинули. Но брали романтичность. А что, я должен был добить этого оленя? Я не понимаю. Может быть, бросить бабу и ключи идти поднимать? Честность почему-то вообще подняли. Чё, блин, за хрень? Ти видела. Правда? Ну, Джесс, мало ли что в сеть выложат. Это реальная жизнь. Обещаю, что медведь и никакой другой зверь эту дверь не откроет. Наверное, ты прав. Ладно, будем считать, мне почти полегчало. Ну, почти. А Света, болт. Ну, конечно. А я почему-то ожидала уютный домик, Майк. Ну да, как-то сквозит. Но зато есть камин, видишь? Нам не нужен огонь, чтобы согреться. Майкл, изволь обеспечить своей даме романтическую обстановку. Дом деревянный. Его никто не Моя дама отапливал. Там хотела должны бы быть ледяные подушки в твоей элементарно. груди в тепле и при уютном свете очага, понятно? Ну вот, потремся друг от друга и разогреемся как следует. Там в доме должен быть такой колотун, что Камин вообще. и уютный свет. Да, миледи. Ну, как говорится, хочешь вдуть, топи камин. Что делать? Ладно, вдувать мы пока не торопимся. Что надо? Телефон просрал. О нет, черт. Майк! Что? Вот, черт! Что? Да где он? Что? Что такое? Он потерялся. Блин. Джесс, притормози. Кто потерялся? Мой телефон, Шерлок. Что, нету? О, черт, дура. Наверное, в снег выронила. Да. Жопа. Если я его не найду, родаки меня убьют. Ну, купишь другой. Да это уже 4-й за год. Ладно, ладно. Ну, давай его поищем. Он точно в снегу. Ага, только как-то не хочется сейчас лезть туда, к медведю. Или кто там. Она его могла потерять просто где угодно. Ладно. Телефон не принципиально. Это что у нас? Ружьишко. Джесс! Глянь сюда! Что, там огонь? Нет, круче. Показать, смотри, какая пушка. Пугать не будем все равно. А? Как тебе? О, господи. Ну почему мужики так дуреют при виде оружия? Не? Кстати, у нас это единственный персонаж, кто будет с огнестрелом взаимодействовать. Дальше пошли искать. Сказки и мифы коренных жителей Америки.
хочешь целоваться с ледяной статуей, советую развести огонь. Да подожди ты. Сейчас же. Медведица вернулась, она в ярости напала на торговца, но он сумел бежать, прихватив с собой шкуры. И это увидел могучий орел. Он спикировал на торговца, бежавшего по лесу, тот отпугнул его выстрелом. Торговец приближался к опушке леса, радостно думая о том, сколько денег выручит за шкуру медвежат. Но вдруг огромное дерево упало, преградив Майкл, ему ты же путь. огонь Да, разжигаешь, не роман пишешь. Ну сколько можно еще время тянуть? Видать, не только нам пришлось встретить жутких местных медведей. Мне Нек- от этого нисколечко не легче. ниже представлены некоторые из символов, кстати, которые мы в шахте видели, использовавшихся племенами Северной Америки и Канады. Изображение охотника, хорошее место для охоты, и изображение бабочки, видение будущего, изображение черепа — это заговор от злых духов. Понятно. Все, да, страницы только 2. Такая толстая книжка и 2 страницы. Тут так холодно, что боюсь, Да мой заткнись язычок ты. примерзнет к твоему флагштоку. Нечего было лизать металлические предметы, чтобы ничего не примерзало. Лампочка не работает? Ну. О. Вот, это сойдет за уютный свет. Подожди, пока мы не будем камин зажигать, чтобы у нас катсцена не сработала. Есть. Да будет свет, сказал электрик. Да будет свет, сказал монтер, и жопу фосфором натер. Эй, что там, Джесс? Что ты делаешь? Это пробки. Я знаю, что это пробки. Ты все сломал. Да это просто контакты замкнуло. Это у тебя контакты. Найдена улика. Фотография с теннисного корта. Ну, как раз фотография, это у нас Ханна. Ханна с кубком за 3-е место на школьных соревнованиях 2013 года. Хорошо. Ну, какая-то книжка. Камасутра. Редактор Том Хитон. Когда один из любовников Вот с силой да. сжимает одно из бедер партнера Молодцы, между ребята. своими, это называется объятие бедрами. Ладно, мы не будем это читать. Может быть, улика какая-нибудь? Нет, просто Камасутра. Вряд ли я готов к такому продвинутому геймплею. Это называется продвинутый геймплей. Вот с этой стороны кровати что-то есть? Нет. Кстати, почему вот в этой комнате никакого нет отопления? По сути, вся комната отапливается только одним камином. И это странно. Весь камин такой, дом большой не обогреет. Скример? Черт, черт! Отвали! Истеричка. Вот дерьмо. Ну что там могло быть? Спокойно. Как может напугать шторка от ванны? Ну это серьезно. На тебя шторка свалилась, потому что ты мудак, а не потому что она странная, страшная. Клинические идиоты. Пички. Ну, я знал, где они валяются. Просто это. Ну-ка. Хотелось бы все Сейчас мы с тобой посмотреть. зажжем. Сейчас самое время поупражняться в остроумии. Кстати, такой маленький каминчик, серьезно. Вот как он может отопить всю эту, весь домик такой большой? Не знаю. Тут, по идее, должно это хоть как-то электричеством, что ли, отапливаться. Ну, типа вторая половина дома. «1-0. Я веду. Очень мило. Ну, браво. Кстати, да, вот с этого момента мы уже эту бабу можем потерять. Чего вы еще изволите? Знаешь, а вот круто Поэтому было тут бы повнимательнее сейчас надо. что-нибудь выпить. Ой, начинается. Если бы я знал заранее. Понимаешь, я как-то не в настроении. Пока.
Флирт или поддержка? Стоит такой, весь дергается, ждет. Поддержка что такое? Не знаю, давай поддержка. Я... Хватит, наверное, уже так сперматоксикоза. Да нет, я думала... Ты вот такой, а ты другой. Понимаешь? То есть... Ты тут не виноват. Джесс, Покажи пиратам ты сиськи. мне нравишься. Просто дай мне возможность. И уж... Поверь мне, тебе не придется об этом жалеть. Что ж, я люблю уверенных. Майк, ставни. Что ставни? Может, закроешь их? Брось, там никого нет. Мне кажется, что кто-то смотрит. Мне не по себе. Джесс, правда, ну хватит. Мне реально не по себе. Ладно, пойду закрою. Так-то у них и дверь деревянная. С большим окном. Чё поперлись в этот домик? Ну, в принципе-то да. Надо же как-то сюжет развивать. Прям эти ставни вообще помогут. Просто между ними вот такие вот щели сантиметров в 10 просто. Ставни закрыты. Так, на чем? А шторы вот на двери задвинуть нет? Тоже не вариант. Извини. Прости, я что-то на взводе. И мне сложно, но как ни в чем не бывало продолжать игру, понимаешь? Что? Какую игру? Слушай, Мы не играем, я, деточка. конечно, всегда делаю вид, что я вся такая дико уверенная и сексуальная штучка, но если говорить честно, ну я немного комплексую. А пренебрежение комплимент. Дай комплимент, естественно. Естественно. Джесс! Это что, шутка? Что? У тебя нет поводов комплексовать. Ох, ты просто не знаешь. Да, я знаю. У всех комплексы. Все такие. Но ты хорошо справляешься. И не только внешне. На самом деле. Да, я стараюсь. Вот. И это супер сексуально. Правда? Конечно, очень. Иди ко мне. Сейчас он как редиска раскроется просто. Может, я сейчас и с тобой справлюсь. Да я вообще только этого и жду. У вас не прогрелась комната. Так, эффект бабочки у нас. Да, но ставни просто замечательно помогают. Нахрена они? Не до конца у меня получилось ее диалогами раздеть. Значит, она у нас будет в футболке. Где-то в диалогах было что-то неправильно выбрано. Не знаю. Ну, так Она не разделась до нижнего белья. Так. Там у нас радио, да, заработало, по-моему. Я бы вот оружие бы схватил первым делом. Или полежка чуть потяжелее. Отбиваться-то как-то надо, правильно? Мало ли что там. Прям непогода лютая. Телефончик нас, да, закинули обратно нам. На улице жесткая метель. Как они там все не поумирали просто. От мороза. Твой телефон! Что? Ах, как это мой телефон? Я не знаю. Прилетел в окно. Ах, да какого хрена? Вот же твари. Что? Эти уроды наверняка пришли сюда к нам и пакостят. Дождались, когда мы к делу приступим. Она думает, что это друзья за ними.
подглядывают. Эй! Вы, уроды! Я к вам обращаюсь! Я знаю, что вы там! Нахрена вы приперлись? Что, так охота помешать нам? Знаете что? Обломитесь! Вы нам не помешаете, потому что у нас сейчас будет секс. Да-да, мы с Майклом будем трахаться по полной программе. Наслаждайтесь! Мы готовы и приступаем! Тракс по полной программе. Что ж такое? Ай, блин. Но она еще не мертва. Еще есть шанс ее спасти. Это будет чуть позже. Думаешь, это они с нами разговаривали? Я не знаю. Не знаю, что лучше, чтобы да или чтобы нет. Ну, Эшли, надо библиотека в доме. Подожди. Тут вообще... Нет, как-то можно куда-то заглянуть. Джош, конечно, сильно распсиховался. Да, он старался не подавать виду, но... Думаешь, зря моя сестра Футляр от очков, да? Для того мы сюда и вернулись. Ханна. Мы приехали поддержать его, а не духов вызывать. А? Ну, все, дальше мне не пройти. Стул мешает. Так, у нас получается что? Линейка, очкарика и шапки. А Джош куда-то психанул и убежал, якобы тут он не при делах. Все, зарулить больше некуда. Да. Туда, кажется, можно зайти. Черт. В этой тоже, блин, шорты по самой не балуйся натянуты. Как они не мерзнут, вообще не понимаю. Че свет внизу? Улика. Ты видела? Ну, в подвале света, что? Генератор-то не включен. Странно. Подожди, включали же генератор, чтобы у нас Сэм на 3-м этаже могла помыться. Не надо мне песен, вы чё тут? Черт, беги! Крис! Вот жесть! Ты цела? Да вроде бы. Ой, Что? там что-то за книгами. Книжки как будто якобы Что призрак скинул. Кнопка, что ли? Зачем здесь кнопка? Хороший вопрос. Что, нажать? Именно для этого и Валяй, нужны кнопки. жми. Подожди. Подожди. Нет, по-моему, тут ни тотемов, ничего такого не валяется. Как у нее даже свеча не тухнет, пока она идет. Обычно же как? Ты идешь и свечку придерживаешь вот так вот. Ну, на микрофоне показать, если. Чтобы она просто хотя бы от твоей ходьбы не потухла. А это ходит, похер вообще. Свеча как будто бензином облитая. Клик. Ого, стена отъезжает. Взрыв мозга. Такое Вау, ощущение, нифига что мы в себе. кино. Надеюсь, в романтической комедии. Ну как в доме у Вашингтонов и не быть тайным уходом? Да, у него Могли же... не знать о нем. Дом очень старый. Ну что? У него же отец режиссер, Да, мы вперед. поэтому Не-не-не-не-не. Ты иди. Вот спасибо. Крис, библиотека в доме. Теперь мы уже за очкарика играем. Ну, естественно, все под камерой. Снова фотография сестер. Я думаю, их тоже не специально выложили. Нашел. Улика, письмо с угрозами. Я выпущу из них кровь, как из свиней. Я сорву с них белую, мягкую кожу. 16 долбанных лет. 16 лет я ждал встречи с крошками Ханой и Бет. Это чтобы подставить того самого уборщика. Я думаю так. Охренеть. Мы не будем заботиться, мы скажем честно. Так, Эш, я не хочу тебя пугать, но... Шапка хоть и трусиха, но пускай будет в курсе событий.
глянь сюда. Что? Крис, что это? Это, кажется, то, на что указывала гадальная доска. Подсказка? Да, это письмо. Покажи-ка мне. Это угроза? Крис, все серьезно. Надо найти Джоша. Прям сейчас. А все, мы дальше не пойдем? Я думал, тут какой-то проход, лесенка будет. Ладно, пойдем Джоша искать. Как любезно у нас дверь открылась. Что это? Здесь же у нас, да, проходов никаких не было. Чуть потише шаг сделать, чтобы успевать все осматривать. Кто-то правда охотился на Ханну и Бет? Да никто Если на них так, не то охотился. это просто полная жесть. Так, 8 ноября 2013 год. Доктору Сварфему. Департамент рас и национальностей. Хаскет Холл. 183 ДРД. В общем, адрес. Дорогой доктор Сварфем. Спасибо за ответ. Приятно знать, что племя до сих пор сохраняет связь с этой землей, даже несмотря на некоторые возникшие у нас проблемы. Граффити, бездомные в хозяйственных постройках. Это же родина их предков, в конце концов. Я связалась с потомками с племени и собираюсь пожертвовать средства их совету старейшин. Исцелить раны, нанесенные в прошлом, будет нелегко, но мне кажется, что это необходимый шаг. С уважением, Мелинда Вашингтон. На обороте. Опять видела этого чокнутого. В четверг, 21:17, бродил возле сарая, где генератор. Теперь я буду все записывать. Опять видела этого чокнутого. Это написала мама Джоша. Да. Она борется за восстановление справедливости по отношению к местным индейцам. Ага, тут плохая карма. Ну, Уже она давно. фонд пожертвования для индейцев скинула деньги. Типа ей их жаль. Но вот этот псих, как он, Мидгард, или как-то так его зовут. Она прям его считает за психа и вызывает, если что, полицию там и так далее. Ну-ка, давай дверь дернем. Хотя она пошевелилась, кстати. Блин, там такая щель в двери просто. Вот где шапка стоит, прямо возле ее жопы, там здоровенная такая щель светилась. В доме должен быть такой лютый дубак вообще. Я тут подумал, мы с Сэм видели кое-что любопытное. Что? Такой плакат разыскивается, как в вестернах типа. И? И Сэм показалось, что ее кто-то преследовал. Так это что, выходит, здесь, в горах, рядом с нами преступник? Там сообщение, ну, на автоответчике. В общем, оно от сержанта полиции о том, что один чувак вышел из тюрьмы. И ничего нельзя В сделать. каком смысле? Ну, он типа предупреждал. Вот может, как раз он и был тогда в подвале. Что? Но помнишь свет под полом в библиотеке? Ну, вот тот чувак, помнишь? Стой, какой чувак? Который угрожал Вашингтону. Он говорил, что собирается мстить и спалить здесь все дотла. И я нашел письмо от психа. Крис, если таким образом ты пытался меня подбодрить, ты уволен. Ну прям сюжетно прям все шишки у нас сыпятся на того самого уборщика, который вышел из тюрьмы и так далее. Прям чтобы ты вот сидел и думал то, что это у нас именно он за ними всеми гоняется, он во всем виноват и так далее. Да Джош! Вроде из кухни. Джош! Джош! Мы идем! Держись! Все, шапку утащили. Что происходит? Пусти меня! Эшли! Я... Сейчас... С ноги вышибай, что ты как урод просто. Эш? Эш! На его. Очкарика вырубили. По сюжету мы по-прежнему должны думать, то, что это тот самый уборщик.
У нас еще добавились некоторые детали. Что это за психолог, да? Какие-то манекены, клоуны висят. Ну, это я сам выбирал. Цепи он повесил. По-моему, самый опасный тип в игре это вот этот вот психолог. Давай, рассказывай мне что-нибудь. Сейчас я покажу тебе фотографии людей, которых ты знаешь и любишь. Угу. Или, возможно, просто делаешь вид, что любишь. Итак, это упражнение в честности. Скажи, кто из каждой пары тебе больше нравится. Не спеши. Твой ответ очень важен. Типа, перед кем у нас потом дальше выбор встанет? Спасать, не спасать, знаешь, вот это вот дело. Сэм, она неплохая, как и прописанный характер персонажа, просто, ну, она мне больше импонирует, чем какой-то дерганый, придурковатый брат Джош. Дальше. Ну, естественно, Мэтт лучше, чем Эмили, явно. Ну, она отвратительная тёлка. Противный характер вообще. Это очевидный выбор. Шапка или очкарик? Ну, в принципе, они одинаковые. Очкарик умного из себя корчит, шапка такую трусиху, короче. Кто больше импонирует? Да, очкарик, просто потому что он хотя бы вменяемый. Джесс или Майк? Ну, дамочка легкого поведения, либо альфа-самец, но... Без комментариев. Еще, да, надо кого-то выбрать. А, теперь мы из худших выбираем, да? Давай поступим нелогично. Не знаю, шапка. Что, ты сам не ожидал от этого? Так рожу скривил. Ты так прилежно играешь. Кто тебе совсем не нравится? Ты. Я думаю, это вряд ли может как-то повлиять. О, опять сюрприз. Кажется, я начинаю понимать тебя гораздо лучше. Ну, по логике вещей, этот брат более мутный. Наше время опять истекло. Ты уж помягче, Джошуа. Он столько... Чем наивная тёлка. Пережил. Но ты ведь это и так знаешь. Короче, у него в комнате добавились гробы и мужик в маске клоуна. Ну, манекен. У нас есть один подозреваемый, но его местонахождение неизвестно. У него был старый конфликт с семьей Вашингтонов. Он упорно требовал, чтобы они прекратили строительство в Блэквуд Пайнс. Заявлял, что это священная земля его предков. Эс. Мы пока должны думать, что это тот самый, который Спроси, чья сестра. Джош, это наверняка... Которая из сестер. в суд на них подавал. Боже мой. Эш! Эй! Оп, вырубили. Но пока Иди. все живы. Никто никуда не умер. Может, я сейчас и с тобой справлюсь. Пока вот очевидно труп не покажут, персонаж живой. Так во всех играх от Supermassive Games. 4 глава. Злоба. 7 часов до рассвета. Все, бежим спасать. Черт, что за хрень? Теперь можно бабу потерять. Джессику можно потерять. Господи! Господи! Майк, хижина. Ну, почти 12 часов.
срезать путь. Джессика! Джессика! Джессика. В майке полетел. Ну, понятное дело. Черт, нет, нет! А что мы ищем? А? Джесс! Нет! Надо было добивать. Спрыгнуть. Максимально быстро, но нет, до нее надо добраться. Чем быстрее добежим, тем больше шансов у нее выжить. Прикинь, если он не в ту сторону бы побежал. Прыгнуть. Максимально до нее надо быстро добежать. Скатиться. О, черт! Нет, нет, зараза, нет! О, черт! Давай, скорей! Ну же, Майк! Вся жопа в снегу. Джессика! Как ее медленно тащит. Ну, в принципе, пока уже можно Джессика, я иду! не то чтобы очень торопиться. Я просто осмотрюсь тут спокойненько. Подождут. Типа того. Но он так медленно по лестницам ходит. Джессика! Вот. Тотемчик нашелся. Его можно запросто было бы пропустить. Угу. Майк гладит волка. Волк будет чем-то помогать. Точно не помню чем, но он будет помогать в каких-то моментах. Один или два. Там. Что-то такое будет с волком. Тут вообще, в принципе, в игре с животными дружить надо. Джессика! Почему он не бежит? Он просто идет. Джесс! Слушай, она могла бы прям сюда упасть. Нет! О, господи! У нее челюсть Нет, шевелится. Джессика! О, боже. Она живая, все в порядке. Не надо мне тут ля-ля. Ты жива? Подрали ее немножко, но ничего. Она ж хотела. И она даже после этого все равно осталась жива. Это что там? Я вот не помню, надо ли было стрелять. Тут же путают. Типа некоторые моменты лучше не надо стрелять.
Зачем он наверх? Почему не вниз? Быстро. Прыгнуть. Так. Главное, самому бы не упасть. Почему он не вниз идет за бабой своей? Почему он полез хрен знает куда, за кем? Может, ему вообще показалось? Чёрт! Вон он. Подожди. Что? Осечка? Ну, давай, ты кусок. И ружье у тебя говно. Я должен успеть. Что надо? А. Зажигай. Сколько лет эта лампочка тут стояла, чтобы еще и работать успеть? Вот еще одна лампочка. Они их как будто как эти, как грибы раскладывали в разные точки. Каждые 10 метров по керосиновой лампе. Это у нас лечебница. Это что такое? Дурдом местный. Я вот не понимаю. У тебя баба упала вниз, на лифте свалилась. Ты стреляешь вверх, непонятно во что или куда. Может быть, это камень, тебе показалось, что это башка чья-то. Начинаешь уверенно ползти за ним. Хрен с ним, с бабой. Хотя ты за ней всю дорогу бежал. Он начинает уверенно ползти за ним, чтобы что? Чтобы посмотреть, как тот уходит вдаль. Причем он такого большое расстояние бы не успел преодолеть. Просто там он идет в метрах, ну, в 150, наверное, от него. Хотя тот за ним бежал. Это странно вообще. У нас очкарик, да. Очкарик очнулся. Я думаю, разумный бы маньяк этого очкарика бы связал по рукам и ногам. Эшли! Дом Вашингтонов 041. Эш! Эш! Эшки чумы залобасти. Ну, я думаю, все смотрели покемонов. Покемон. В камине ничего не валяется. Ну, вряд ли. Ну, мне в дверь вот в эту надо. Так, это у них кухня, кстати, да? Куда мы начинали эту игру? Ладно, пошли шапку спасать. Да, он станет самым великим тренером покемонов. Лучший из лучших. Лучший из лучших, сэр. Какого хрена? А, кстати, да, я же там вороны и кровь выбирал. Сейчас нас будут, я говорю, то, что нас будут пугать тем, то, что ты выбираешь. Черт, нет! Может, это бутафорская кровь? Папка, ты режиссер. Держим это все время в уме. Эш! По-моему, вот здесь будет тотем валяться. Но это... А, сюда не пройти.
На таблетки. Почему он ее не в доме ищет? Как бы на минуточку дом трехэтажный. Надо, наверное, сначала дом весь обойти, а потом это как бы подружку из ванны вытащить, которая там жопу моет. Не в курсе то, что ее подругу утащили. Эшли! Панику поднять как минимум. Бить в колокола. Есть там кто? Эшли? Прежде чем идти на улицу. Ну серьезно. Следы крови. Мы по ним не идем. Мы сейчас осмотрим сначала вот туда. Эшли? Опять же ворона летает. Блять, все туда и туда тащит, короче. Ладно. Пойдем тогда по следам крови. Хотя он не знает даже, что это за кровь. Чья она. Может, это оленя поранили какого-нибудь. Потому что шапки, ну, что-то многовато, если будет натекло, если столько. Думаю, шапки там, ну, стакана 2, наверное, помещается. Я же выбирал клоунов. Вот, пожалуйста, тебе клоуны. Клоуны и кровь. Кто это сделал? Не подишь. Вот, может быть, это со свинины текло. Найдена улика, свиная голова. Улика. Дальше. Тотем. Чик. Со свиным визгом кого-то утащили. Маска Кори Тейлора? Нет, не Кори Тейлора, а как раз Шона. А нет, подожди, не Шон. Ну, короче, клоун из Слепкнота. Номер 8, по-моему. Или 6 у него. Короче, клоун из Слепкнота. Все, я сюда правильно сначала то, что пошел. Теперь по сюжету надо двигать по этой длинной тропе. Почему он дом не осмотрел? Что за нах? Это правда, это равносильно такой фигне, то что у тебя тёлку утащили, короче, ты такой, ну прикольно, нормально. Я, короче, не сначала ее не рядышком буду искать, я сразу же пойду куда-нибудь, я не знаю, просто в другой город, ее там поищу. Эш! Студентики, что сказать? Глупые. Эш! Со сперматоксикозом у них этот. Они же все хотели тут трахаться, как кролики. Вот у них, наверное, это давление просто Эш? не в том месте. А музыка такая играет. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Это струнки на скрипочке дрыкает. Да, вот молодежь, стандартный слэшер. Стандартный слэшер. Они, вот и поведение тоже этих балбесов, как в стандартных слэшерах. Шапка ноет. Тихо. Эшли! Подожди, да подожди ты. Тут по скрипту должно сработать. Я иду, Эш, ты все время говори со мной. Не зря до этого психолог давал. Эшли, я вытащу тебя оттуда, не бойся. Да, сейчас мы пойдем погуляем тут. Нет, все, меня не пускают. Не зря до этого психолог меня спрашивал, кого бы ты спас. Вот тебе 2 персонажа, потом выбираешь из худших.
Но почему-то не самых худших персонажей сейчас спасать надо. Та-дам! Это немножко дань фильму «Пила». Крис, ты здесь? Привет. И спасибо, что присоединились ко мне. Сегодня мы проведем испытание воли. Эксперимент. Что тут происходит? Для этого эксперимента нам понадобятся эти двое подопытных. Джошуа и Эшли. Твою мать! Но есть еще один отважный участник, который решит, кому из них жить, а кому умереть. А где кукла такая прикольная на велосипеде, которая говорит, время пошло? Ну, такое, да? Им бы, наверное, предъявили авторские права просто за подобную куколку. Окей. Господи, Крис! Нет! Вытащи нас отсюда! Пожалуйста, Выпусти меня отсюда, маньяк! прошу вас, успокойтесь. Все очень просто. Кристофер, прямо перед собой ты увидишь рычаг. Ты лишь должен выбрать, кого ты спасешь. Время пошло. Нет, пожалуйста, этого не Черт, может быть! черт, нет! Боже, я не верю! Так, ладно, все будет нормально. Прям интрига есть интриг. Я знаю, кого выбирать. Остановись, подумай. Крис, я не хочу умирать! Погодите, я что-то не соображу. Но когда ты первый раз проходишь, первый раз, естественно, ты в замешательстве, кого же, блин, спасать, друга или бабу, бабу или друга. Тихо. Спасаем Эшли. Эшли, ничего не бойся, я тебя спасу! На то есть свои причины. Не надо! Это же бред, идиотизм, не может такого быть! Так, Крис, скажи мне, направо, да, получается? Все, верно. Ясно. Ты решил спасти Эшли. О нет! Тут еще надо учитывать, смотреть, куда у тебя рельсы идут. Я-то думал, мы друзья! Прости! Как ты можешь? Остановись! Так нельзя! Нет! Нет! Остановись, хватит! Так нельзя! Тут дело не в этом. Нет, не смотри, Эшли, не смотри! Тут дело в другом. Прошу, скажи мне, что он живой, Крис! Тут не то чтобы... Тут не то чтобы друга на сиськи променял. Тут я просто, я же эту игру проходил, я в курсе. Вот тут как раз можно уже первого персонажа, по-моему, потерять. Если ты выбираешь шапку, то есть тебе сначала дают два выбора. Ты выбираешь типа Джош или шапка. Если ты выбираешь шапку, но тебе еще раз дают дергать рычаг. Если ты поторопишься и не обратишь внимания на положение рельс, ты можешь все равно дернуть не в ту сторону и спасти не того, как ты хотел. И третий раз из тебя еще обламывает сверху игра, как бы. То есть не обязательно, обязательно нужно выбирать Джоша. Сейчас, по-моему, сейчас объяснят. Пожу. Тише. У него папка режиссер. Надо уходить отсюда. Уходим, слышишь? Ну, пока, естественно, ты об этом знать не должен. Такой легкий спойлерок. Теперь Крис? ручка и подкаблучник. Эшли! Кровь! Эш, чья это кровь? Ты ранена? Крис, что случилось? Джош! Что, Джош? Эй! Он погиб! Стоп, Прямо что? у нас на глазах! Ты что несешь-то? Маньяк! Маньяк? О боже, надо убираться отсюда. Не понимаю, что Там случилось? был маньяк Как? с пилой! Либо Джош, либо Эш! Я не знаю, что делать! Господи! Он его распилила! Все кишки наружу! Что? О боже, Крис, ты что? Я убил его! Стой, Я Крис! убил его! Это я виноват! Нет, бред какой-то. Надо позвать на помощь. Прямо пополам! Давайте успокоимся, ладно? Надо звать на помощь. Быстро. Нытики ссаные.
нам нужно поискать остальных. Майк и Джесс где-то ублажают друг дружку, а Сэм неизвестно... Так, что там, а теперь по фактам друга нет, сиськи есть, и как ты теперь будешь отмазываться? Так я же тебе говорю то, что я же уже проходил, и тут по факту игра тебя разводит в любом случае. Ты как бы все равно исход событий, ты, ну, если играешь первый раз, ты не знаешь. Кто-то, да, кто-то выбирает Джоша, кто-то так, но все равно, по-моему, вот в этом моменте шапку можно потерять. Я просто, если ты хочешь спасти, постараться спасти всех, вот в этом плане, сейчас, в первую очередь, ты же не знаешь, кто убийца там и так далее, ну, нужно выбирать Джоша. Ну, чтобы он Она это должна быть в доме. распилила его. Ладно, ты прав. Собери всех. Но если тут рыщет маньяк, нам нужно позвать на помощь, так ведь? А не сидеть и ждать. Ну как же... Что тут еще обсуждать? Пошли! Пока мы вообще должны думать то, что за нами только маньяк один гонится. Но и даже в этом плане игра тебя разводит. Ой, котейка отвалилась. Такой вот у нас Что? психолог. Обстановка накаляется, правда? Так у нее и кабинетик меняется, Все я смотрю. идет так, как тебе бы хотелось. Да, естественно, как мне бы хотелось, но потому что... Почему бы нет? Я же выбор делаю. Ясно. Ты считаешь, эти ребята заслужили такую Убийца участь? дворецкий, ну не совсем. Но есть определенные твисты, которые ты точно не догадаешься до конца игры. Определенные только твисты. Ну, может быть, даже не до самого конца игры, скорее, ну, процентов 70, наверное, игры. Ты думаешь одно, может быть, поменьше даже. Ну, где-то так. Так, что вам нужно, кто вы? Я прослушал, что он меня спрашивал, но, в принципе, похер. Он, видишь, какой дерганый сидит, весь трясется. Мимика лицевая просто, блядь, на уровне шизофреника какого-то. Может быть, это он убийца, а? Кто знает. Но он тоже какой-то дьявол вообще. Что вам нужно, кто вы? Кто вы? Я же хочу помочь. А это твоя... Вот с такой вот лицевой анимацией. Ты же понимаешь, тебе потом будет плохо. Будет плохо всем. Я говорю, тут самый опасный тут в этой игре это психолог. Честным человеком. Че, он тут подергается, будем закругляться на сегодня. Все равно за один стрим эту игру не пройти. Так ты и дальше собираешься таким образом развлекаться? Да. Пусть еще подергается. Что я тут есть. Угу. Давай запутаем, да, его? Нет, тебя тут нет. Ну конечно, вот в чем загвоздка. Ты сможешь отличить реальность от вымысла? Сомневаюсь. Хоть и брюки отглажены, но все равно он полный шизик. Ну, это ладно. Она еще жива. Что за фигня? Это может быть все, что угодно, но ничего хорошего. Эй, прекрати. А вот наш пропуск в мир духов. На сегодня Пропуск в хватит трусики. с меня кошмаров. Предсказываю себе горячую ванну прямо сейчас. Развлекайтесь. Как ты можешь? Остановитесь! Так нельзя! Джессика! Господи! Господи! Черт! У нас есть один подозреваемый, но о его местонахождении ничего не известно. На горе сохранилась старая Он психлечебница. бежал прямо за ним, Он может хотя он скрываться сейчас там. идет метров 200 от нас.
Глава 5 жертва. Ну вот мы с нее следующий стрим и начнем. 6 часов до конца игры, так что примерно. Может быть даже чуть больше. Все зависит от того, как ты будешь долго все осматривать. Совсем плохо. Поэтому мы потом продолжим уже на следующем стриме. Сейчас спасибо за поддержку, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Все. Всем удачи.